Презентация. Здравствуйте, добро пожаловать на этот курс. Я Кларенс Малута, и на этом уроке я расскажу вам немного о себе. Прежде чем мы начнем работать над программным обеспечением, я расскажу вам немного о своей истории, о том, как все начиналось, и как я перешел на полный рабочий день фрилансера. Меня зовут Кларенс Малута. Я внештатный художник-визуалист из Албании. Я поставил перед собой задачу создавать произведения искусства каждый день в течение года. В настоящее время я уже первый год занимаюсь этим, не пропуская ни дня. Я склонен много экспериментировать, учиться у других художников, которыми я восхищаюсь, и играть с инструментами и различным программным обеспечением, чтобы я мог придумывать новые идеи. Постоянство помогло мне поделиться своей работой с большей аудиторией, что привело к привлечению большего числа международных клиентов и, самое главное, к зарабатыванию на жизнь тем, что я люблю. Я помню первые две клиентские работы, которые я получил в результате Everydays. Они оба были прикрытием. Самое приятное было то, что они хотели что-то похожее на то, что я уже создал в качестве личного проекта. Вы можете увидеть первую обложку с левой стороны, это моя личная работа, а с правой стороны – работа клиента, которую я сделал, обложка. То же самое и в этом случае. На левой стороне есть моя личная работа, а на правой стороне обложка, которую я сделал для клиента. Большую часть времени это было так. У меня были клиенты, которым нужны были работы в стиле поста, которым я делился в Instagram. Я имел удовольствие работать с DJ Snake, Galantis, Jetboy, Laura Dana, Ultra Music, Empire Distribution и многими другими. В основном я работал над проектами, связанными с музыкой, я создавал обложки, визуальные эффекты концертов, видеомонтаж и музыкальные визуальные эффекты. Я начал заниматься электротехникой в университете, и всякий раз, когда у меня было свободное время, я работал над личными проектами в Photoshop или After Effects просто для удовольствия. Для меня это было бегством от того, что мне не нравилось. Я слышал, что то, чем вы решили заниматься в свободное время, это то, чем вы должны заниматься всю оставшуюся жизнь. В то время я не знал, что вы можете зарабатывать на жизнь, занимаясь искусством, но благодаря социальным сетям это изменилось. Я начал каждый день делиться своими работами в Instagram. По мере того, как аудитория становилась все больше, рос и интерес со стороны клиентов. Одна вещь, которая мне нравится в моем стиле, это то, что у меня есть чувство свободы во время работы над проектами из-за его абстрактной атмосферы. Мои работы не имеют никакого конкретного значения. Я просто стараюсь создавать визуальные эффекты, которые эстетически приятны для просмотра или заставляют людей чувствовать себя определенным образом. Вот чему я научу вас на этом курсе. Так, это я. На следующем уроке я поделюсь с вами своим влиянием. Влияние в моем случае на меня повлияли люди, которые познакомили меня с повседневными проблемами. Люди, которые заставили меня найти свой собственный стиль и изменить свой образ мышления. Сначала я расскажу о ежедневной задаче, которая означает создавать что-то каждый день, не пропуская ни одного дня в течение одного года. И первый человек, который это сделал, по крайней мере, насколько я знаю, это Бипл. Он занимается этим уже 13 лет. Его настоящее имя Майк, и он из США. Насколько я знаю, он начал эту повседневную задачу с рисунков. Затем занялся фотографией, затем иллюстрациями. На 4-м курсе он начал экспериментировать с 3D, поэтому он специализировался на 3D. У него такой сумасшедший стиль, который мне нравится. Он просто смешивает вещи вместе и создает классную композицию, которая мне нравится. В последнее время он экспериментирует с такими лицами, как лицо Дональда Трампа или других политиков-певцов. Он иногда использует Канье Уэста. У него такой странный стиль, который мне очень нравится. Еще один 3D-художник, который мне нравится, Фредерик Дюкет, он из Монреаля, и опять же я нахожу его вдохновляющим, потому что он делает это каждый день. Его последовательность действительно вдохновляет меня. В отличие от Бипла, у него более абстрактный стиль. Опять же, он специализировался на 3D, но его работа более игривая. Он использует радужные цвета, пытается смешать абстрактные геометрические формы с природными элементами, такими как эти цветы.
Что касается моего стиля, то я в основном черпал вдохновение у Магдиэля Лопеса, он из Соединенных Штатов, и вы можете видеть, что у него действительно минималистичный и игривый стиль. Он также использует статуи, которые я также использую в своей работе. Обычно он использует действительно простые формы, градиенты, типографию и смешивает их вместе, чтобы создать эти классные плакаты. Ему также нравится использовать этот эффект глюка, который я тоже использую. Это один из примеров, который мне действительно нравится, где он просто смешивает элементы вместе и создает минимальный фон. Он использует действительно простую и минималистичную типографию, и в целом, я думаю, это супер круто. Похожий на его стиль Богазм, который я также нахожу действительно вдохновляющим. Вы можете видеть, что большую часть времени он смешивает цвета с черно-белым фоном. Как и в этом случае, вы можете видеть, что фон весь в серых тонах, а в центре есть этот градиент. Еще мне нравится в его работе то, что он использует типографию. Вы можете видеть, что это очень минимально. Он также использует этот игривый стиль, который я нахожу действительно вдохновляющим. Он смешивает 3D с Photoshop и Illustrator. И это еще одна вещь, которая мне в нем нравится, тот факт, что он смешивает разные программы, чтобы что-то придумать. Я всегда любил красочное и абстрактное искусство, и работа над этим стилем дала мне свободу делать все, что мне нравится, со всеми инструментами без каких-либо ограничений. В то же время я не претендую на оригинальность, потому что, как говорит Кирби Фергюсон, все это ремикс. Если вы хотите узнать больше о Кирби Фергюсоне, вы можете зайти на его канал YouTube и посмотреть все другие видео, где он подробнее объясняет, что теория всего — это ремикс. Короче говоря, он высказывает идею о том, что все новое — это ремикс старых работ. И это дало мне уверенность в том, что я просто начну свои эксперименты, не ожидая, что придумаю лучшую идею в мире. Вы можете заметить, что я часто использую статуи в своих работах. Это влияние искусства Вапарвавы, в котором статуи являются фундаментальным элементом этого стиля. Поскольку мы говорим о Вапарваве и ретро-стиле, я могу показать вам другого художника, который повлиял на меня, и он в основном сосредоточен на этой Вапарваве и ретро-стиле. Он кидмограф, он из Аргентины, и, по-моему, он работает фрилансером уже более 10 лет. Вы можете увидеть его работу. Вы можете увидеть плитку Вапарваве, просто используя минимальные элементы статуи, эти черно-белые потолки. Мы можем увидеть некоторые другие его работы. Опять же, прямо здесь мы видим использование пальм и этих градиентных фонов, а также эффект зернистости. Так что, по сути, ему нравится привносить этот ретро-стиль. Один из художников, который часто использует статуи, это Дориан Легри. Вы можете проверить его работу, и обычно он помещает статуи в центр, меняет цвета и добавляет действительно минимальный фон, как вы можете видеть в этом примере. Поэтому я нахожу его стиль действительно вдохновляющим из-за того, как он использует статуи и как он сочетает красочные элементы. Вы можете видеть, что это почти черно-белое, в то время как в этой области прямо здесь мы можем видеть много цветов. И это действительно хорошая техника или формула, которая всегда работает. Теперь этот ретро-стиль разделен на разные категории. Она делится на Вапарваве, Аутран и Сайберпанк. На меня влияет много людей, но я стараюсь все переделывать, придумывать что-то новое и постоянно развиваться. На следующем уроке я расскажу вам, о чем этот курс. Что мы будем делать на этом курсе? В этом курсе я покажу вам свой рабочий процесс. В качестве финального проекта мы создадим 3 разные анимации. Каждый из них отличается по-своему, поэтому вы будете практиковать разные техники.
Мы начнем говорить о моем стиле, чтобы вы могли узнать о 3D-эффектах и вапорвавы лук среди прочего. Показывая вам это, я намерен научить вас, как найти стиль, который вам нравится, и начать экспериментировать с ним, пока он не станет вашим. После сбора ресурсов, которые мы будем использовать во время курса, я покажу вам, как играть с текстурами и силуэтами в Photoshop, а также как смешивать изображения. Не волнуйтесь, если вы не эксперт, потому что я буду действовать медленно и научу вас всем основам программного обеспечения. Тогда мы войдем в After Effects, где я также проведу ознакомление с программным обеспечением для всех новичков. Сначала я покажу вам, как создавать текстуры и базовую анимацию, используя различные эффекты, предлагаемые программой. Как только мы потренируемся и выясним, какие из них нам нравятся, мы перейдем к созданию наших 3 финальных анимаций. К концу этого курса вы сможете экспортировать их, и я дам вам несколько советов по добавлению музыки и размещению их в интернете. Давайте начнем. На следующем уроке я покажу вам, что такое эффект трипи. Что такое трипи-стиль? Теперь вы знаете, о чем этот курс. Я расскажу вам о стиле трипи. Вы поймете теорию, лежащую в основе моего стиля, моего образа мышления, моего творческого процесса, и я также дам вам несколько советов о том, как быть более продуктивным. Хорошо, итак, сначала я расскажу о происхождении стиля трипи. Это начало становиться популярным благодаря хиппи, которые были членами контркультуры в 60-е годы. В 80-е годы эта философия нашла отражение и в дизайне компании Memphis Design, которая начала свою деятельность в 1981 году в Милане, Италия. Он известен использованием ярких неоновых основных и постельных цветов, геометрических форм и смелых повторяющихся узоров. Теперь мы переходим к искусству вапорвавы, которое также было вдохновлено 80-ми годами. Вапорвавы — это микрожанр электронной музыки, стиль визуального искусства и интернет-мем, появившийся в начале 2010-х годов. В значительной степени характеризуемый своей эстетикой, вапорвава известен своей графикой глич-арт 80-х и 90-х годов, изображениями, вдохновленными интернетом, статуями и так далее. Теперь мы переходим к повседневному вызову. В чем заключается повседневная задача? Вы должны создавать что-то каждый день. Это может быть все, что вам нравится, 3D-работа, плакат, иллюстрация логотипа и так далее. Я упоминаю эти вещи, связанные с дизайном, но вы можете использовать эту технику, чтобы делать все, что вам нравится. Цель этого испытания — стать лучше в своей работе и изучить новые программы, которые помогут вам создавать свою работу быстрее и лучше. Я следил за несколькими людьми в Instagram, которые приняли этот вызов, и мне действительно понравилось то, что они делали, не только эстетически, но даже профессионально. Я нашел их истории действительно вдохновляющими, потому что эти люди смогли привлечь клиентов мечты и превратить свое хобби в работу на полный рабочий день. Для меня это звучало как формула успеха, поэтому я подумал, что мог бы попробовать то же самое. Вот почему я начал этот ежедневный вызов летом 2017 года. Самым трудным для меня было начать сформировать привычку. По данным Google, человеку может потребоваться от 18 до 254 дней, чтобы сформировать новую привычку. И в среднем 66 дней, чтобы новое поведение стало автоматическим. Итак, первые 3 или 4 месяца я боролся, потому что у меня было не так много идей, у меня не было достаточно навыков, чтобы каждый день придумывать что-то новое. И особенно трудно было найти в себе силы просто сидеть и делать работу. Чтобы исправить эти проблемы, я просматривал множество обучающих программ, пробовал новые инструменты и программное обеспечение, изучал работы других художников. И старался делать все с намерением, а не просто механически. Почему я продолжаю это делать? Прежде всего, я мотивирован результатами. Я становлюсь лучше с каждым месяцем, делая это, поэтому, видя результаты, я мотивирую себя продолжать это делать. Некоторые люди могут сказать, что вы можете делать что-то, когда вас вдохновляет, например, делать 2 работы в неделю или что-то в этом роде. Я хотел попробовать это, но я заметил кое-что, что помешало мне сделать это. Кроме того, каждый день иногда я пытаюсь сделать какой-нибудь большой личный проект, например, короткое музыкальное видео или что-то в этом роде. В этих случаях у меня нет крайнего срока, поэтому я работаю над этим, когда мне хочется работать. В этих проектах я часто откладываю, потому что у меня нет крайнего срока. Если вы работаете каждый день, у вас есть крайний срок, и вы должны выполнить работу, чувствуете ли вы вдохновение или нет. Делаю маленькие шаги.
Может быть, это звучит ошеломляюще, думать, что вам нужно сделать 365 работ в течение одного года. Но подумайте об этом так. В тот день, когда вы проснетесь, вам нужно будет сделать только одну часть работы. Я пытаюсь сказать, что делать маленькие шаги лучше, чем готовиться к следующему большому шагу. Быть эффективным. Еще одна вещь, которую вы можете счесть полезной, если будете выполнять эту повседневную задачу, заключается в том, что вам не нужно создавать доску настроения каждый раз, когда вы хотите создать что-то новое. Это потому, что после ежедневной практики вы сталкиваетесь с большим количеством визуальных эффектов, идей, стилей. Поэтому в вашем уме постоянно есть доска настроения, которая обновляется каждый день, так что вы почти никогда не потеряетесь или у вас не кончатся идеи. Как найти свой стиль? Есть люди, которые задавали мне такие вопросы, как мне выбрать определенный стиль для повседневной работы. Люди, у которых есть свой определенный стиль, работают уже несколько лет, так что вы не можете ожидать, что у вас будет свой стиль, если вы только начинаете. В этом смысле вы можете начать создавать, основываясь на рекомендациях других художников, которые вам нравятся. Я бы даже сказал, копируйте художников, которые вам нравятся, делая личные проекты, потому что так вы учитесь. Но в то же время не просто копируйте формы или предметы, которые видны. Попробуйте изучить работу других людей. Постарайтесь понять, почему они приняли определенные решения, почему такая цветовая палитра, почему такая композиция. Постарайтесь делать все с намерением понять и научиться. Таким образом, вы всегда будете прогрессировать. Мы видели основы этого стиля и то, как я применяю его к своим творениям, поэтому на следующем уроке мы расшифруем 3 визуальные эффекты. Расшифровка 3 визуальных эффектов. В этом уроке я хочу представить свой стиль и научить вас, как сузить свой выбор, когда вы ищете вдохновение. Также я представлю вам 3 анимации, которые мы создадим на этом курсе. Во-первых, я хочу сказать, что мой стиль – это сочетание всех моих влияний. Это постоянно меняется, так как мое влияние тоже меняется, но я хочу попытаться сделать эту субъективную тему настолько объективной, насколько это возможно, расшифровав этот триповый, красочный ретро-футуристический стиль, с которым я ассоциируюсь. Таким образом, вы можете взять эти элементы, которые я вам покажу, объединить их с некоторыми другими, которые вам нравятся, и придумать свой собственный стиль. Давайте начнем с элементов в стиле трипи. Во-первых, у нас есть эти волнистые формы, означающие формы, которые не имеют никакого значения, например, плавающие. Вы можете увидеть эти примеры из Pinterest и из моей личной работы. Во-вторых, у нас есть эти геометрические черно-белые формы, которые обычно сочетаются с градиентами, как я также показывал вам ранее из моих предыдущих работ. Тогда у нас есть эффект радуги. В большинстве случаев у нас есть комбинация всех цветов, чтобы получить эффект радуги, как вы можете видеть в этих примерах, где я использовал градиенты. Иногда вы также заметите, что что-то реальное превращается во что-то сюрреалистическое. Возможно, с помощью эффекта разжижения, или, как вы можете видеть в этих примерах, у нас есть замена неба. Или просто делаем странные эффекты на лице, или добавляем много глаз, как я показал вам в этой личной работе. Теперь у нас есть динамический эффект, когда мы можем видеть, как быстро меняются текстуры или очень быстро воспроизводятся различные эффекты. Как вы можете видеть из этих примеров? Теперь у нас есть цветная анимация, которая похожа на эффект радуги. Итак, цвета постоянно меняют оттенок. Вы можете видеть, как синий цвет превращается в розовый, из розового в красный и так далее. Кое-что, что я почти всегда вижу в этих трипе визуальных эффектах, это эффект свечения, который делает вещи более мечтательными, и я также часто его использую. И теперь последнее – это эффект петли. Это означает, что видео никогда не заканчивается, его начало совпадает с концом. Я покажу вам, почему мне комфортно работать с этим стилем и почему вы тоже можете найти его привлекательным. Во-первых, это дает вам свободу играть и экспериментировать с цветами, техниками, формами и видами редактирования.
Одним из примеров является анимация, которую я сделал в шутку над Элвисом Пресли, и вы можете увидеть кадры анимации прямо здесь. Итак, здесь я следовал некоторым правилам, чтобы получить этот эффект ретро-трипи. Как я объяснял в предыдущем уроке, используя градиенты, черно-белые узоры, яркие цвета, эффекты искажения. Но вы можете видеть диапазон возможностей, с которыми вам нужно поиграть и придумать разные версии. Вот еще один пример. Я все еще следую определенным фундаментальным правилам, таким как наличие контраста в этой анимации, поэтому, когда портрет красочный, фон темный и наоборот. Я пытаюсь сказать, что у вас есть большая свобода выбора, когда дело доходит до этого абстрактного стиля. Для некоторых людей наличие большого выбора заставляет их ничего не выбирать и, как следствие, ничего не создавать. Чтобы избежать этого, вы можете сузить свой выбор, но как сузить свой выбор? Когда вы ищете вдохновение, постарайтесь найти ссылки, которые имеют схожий стиль. Таким образом, вы сможете увидеть на них похожий узор, элементы и красочную палитру. Теперь у вас есть все эти показатели, и вы создаете что-то на их основе, чтобы не заблудиться во множестве ссылок и не знать, с чего начать. Следуя этой технике, вы можете переходить от одного стиля к другому, а затем начинать комбинировать эти стили, чтобы процесс никогда не заканчивался. Вы всегда можете комбинировать различные стили, которые вы практиковали раньше, чтобы придумать что-то новое. Теперь позвольте мне показать вам 3 последние анимации, которые мы собираемся сделать. Первая анимация — сказочная обстановка. Мы видим комбинацию силуэта человека и волнистой анимированной текстуры. В этом случае мы преобразуем что-то реальное, то есть человека, из изображения силуэта во что-то сюрреалистичное, изменив окружение трипи фона, который представляет небо. Тогда есть еще эффект свечения и изменения цветов для создания мечтательного эффекта трипи. Вторая картина — искаженная реальность, где главным элементом является статуя, влияние стиля вапорвавый арт. Затем очки с анимированной волнистой текстурой. Яркая красочная анимация с эффектом искажения и темным цветом для создания контраста. Я сочетаю яркую красочную анимацию с эффектом искажения с темным фоном. У нас есть эффект свечения и изменения цветов для создания эффекта радуги. Это похоже на вторую анимацию, потому что у нас все еще есть статуя и темный фон по тем же причинам. В этом случае я применил к статуе много анимированных текстур. Все они имеют разную форму и играют очень быстро, создавая динамический эффект, и сделав это, я снова создал циклическое видео с игривой атмосферой, также создав анимацию радуги и эффект свечения. Теперь, когда мы углубились в эффект трипи, давайте начнем самое интересное. На следующем уроке мы получим наши ресурсы. Ресурсы. Позвольте мне показать вам, как я собираю ресурсы для трипи анимации. Я выберу текстуру, статуэтки и комплект солнцезащитных очков. Вы можете следовать тому же процессу или выбрать свои собственные изображения для создания собственных дизайнов. Я покажу вам несколько веб-сайтов, где вы можете скачать ресурсы. 2 основных веб-сайта, которые я использую для загрузки ресурсов. Это unsplash.com и pexels.com. Они действительно похожи, но у них разные картинки, поэтому, когда я хочу найти картинку, я смотрю на них обоих. Как вы можете видеть, у вас также есть разные категории, и если вы хотите найти определенную вещь, вы также можете выполнить поиск прямо здесь. Главная причина, по которой я пользуюсь этими сайтами, заключается в том, что, во-первых, все фотографии бесплатны. Вы можете использовать их для любого проекта, например, для работы с клиентами или личной работы. Кроме того, фотографии действительно хорошего качества и действительно большого размера. Вы также можете пожертвовать фотографом, если хотите. Это основные сайты, на которые я захожу, когда хочу найти определенную картинку. Мы можем двигаться дальше, чтобы найти необходимые нам ресурсы. Первый вид изображений, которые нам нужны, это абстрактные текстуры. У вас также есть категория прямо здесь, текстуры и узоры. Но мы можем просто выполнить поиск здесь, например, абстрактные. И теперь мы получаем много результатов. Я просмотрю их, и в основном я ищу картинку с волнистыми формами и большим количеством цветов, и причина этого в том, что это стиль, который мы пытаемся создать, стиль трипи. Одна из его характеристик заключается в том, что формы волнистые, как бы жидкие.
Здесь много цветов, как в этом примере, которым я поделился на своей странице в Instagram. Это отчасти субъективно, потому что всем нравятся разные цвета и разные волнистые формы, но я скачаю некоторые из них. Мы будем использовать их в Photoshop для редактирования. Вы можете просто нажать прямо здесь «Скачать бесплатно». Вы можете прокрутить страницу вниз и найти похожие фотографии. Чтобы я мог нажать на это и загрузить его. Также вы можете воспользоваться тем, что у вас есть название фотографий из первых рук, например, если вы добавили их текстуры или используете их фотографии для личного проекта. Вы также можете пометить их в Instagram и установить связи. Возможно, они поделятся вашей работой, и если вы хотите привлечь больше подписчиков, это может быть хорошей идеей. Давайте перейдем к другим текстурам. Я скачаю, может быть, еще 3, а затем перейду к другим ресурсам, которые нам нужны. Я всегда ищу эти волнистые красочные текстуры, но даже если вы не найдете ничего подобного, мы всегда можем сделать их волнистыми и красочными в Photoshop. Хорошо, я скачаю еще один, и вы можете скачать столько, сколько захотите. У меня есть 5 или 6 фотографий, так что теперь я перейду к другим ресурсам, которые мне нужны. Следующее, что мне нужно найти, это фотографии силуэтов. Давайте поищем его и посмотрим, что мы получим. Нам это нужно для одного из наших последних проектов. И я покажу вам пример. Мы создадим что-то вроде этого, где в качестве фона у нас будет изображение силуэта. Есть одна из анимированных текстур, которые мы собираемся создать. Вы поняли идею. Нам нужно найти красивую фотографию силуэта. Здесь вы можете найти много фотографий, но я посоветую вам найти что-нибудь, с чего легко удалить фон. Это тоже хорошая фотография. Я открою их в новой вкладке, а затем приму решение. Я бы не стал делать такие снимки, потому что если я уменьшу масштаб, будет трудно распознать, где заканчивается куртка и где начинаются эти металлические штуки, потому что они сливаются вместе, потому что все черное. Силуэт трудно распознать, поэтому я бы не стал делать такие снимки. Мне нужна фотография, которая действительно хорошо контрастировала бы с фоном. Я думаю, что это хорошая идея. Я собираюсь открыть его. Теперь я собираюсь открыть новые вкладки, которые я открыл, и я увеличу масштаб. Человек прямо здесь действительно маленький по сравнению со старым изображением, поэтому я не буду использовать этот силуэт. Давайте выйдем из этой вкладки и посмотрим на следующую. Я собираюсь увеличить изображение. Я думаю, что это хорошая фотография, так что давайте скачаем ее бесплатно. И мы также можем посмотреть соответствующие фотографии. Хорошо, давайте перейдем к следующей вкладке. Я увеличу масштаб, чтобы увидеть качество изображения. Это тоже хорошая картина. Хотя мы видим белые футболки прямо здесь, мы все еще можем это исправить. Давайте скачаем и это тоже. Если вы хотите, вы также можете использовать свои собственные фотографии, если у вас есть что-то похожее на эти. Хорошо, давайте посмотрим и на это. Давайте увеличим масштаб, и мы увидим, что качество изображения хорошее. Давайте скачаем его бесплатно. Достаточно фотографий. Теперь я могу перейти к следующим ресурсам. Следующий ресурс, который нам нужен, это изображение статуи, и я покажу вам, почему нам это нужно. Это 2 примера анимации, которые я создал, используя изображение статуи. В данном случае мы видим, что у нас есть изображение статуи, а также солнцезащитные очки. Это разные фотографии, которые я смешал вместе. В этом случае важно, чтобы и солнцезащитные очки, и основание статуи находились в одном и том же положении. В данном случае они оба смотрят вперед. Вы также можете использовать свою собственную фотографию. Это не обязательно должно быть изображение статуи. Я использую это потому, что я пытаюсь смешать все элементы, такие как статуя, с современными элементами, такими как эти солнцезащитные очки. Но самое главное в этом случае найти, чтобы и солнцезащитные очки, и лицо выглядели одинаково, поэтому я покажу вам несколько примеров. Давайте отправимся в Unsplash, и мы сможем поискать статую.
Фотографии прямо здесь действительно хорошего качества, но обычно мне трудно найти хорошие фотографии статуй с точки зрения их положения. Обычно они показывают все тело, в то время как я хочу только лицо. Я хочу, чтобы это был портрет для этого. Я ищу на Pinterest. Значит, мы можем просто поискать статую. А особенность Pinterest в том, что у вас есть больше фотографий, которые вы можете скачать. У вас много разнообразия. Единственная проблема заключается в том, что фотографии не имеют хорошего качества. Но это не проблема, потому что я покажу вам, как это исправить в Photoshop. Мы можем поискать фотографии статуй. И вы также можете посмотреть соответствующие фотографии. Вы можете скачать это, щелкнуть правой кнопкой мыши, сохранить изображение как, и сохранить его. Но если вы скачаете это изображение, вы должны найти фотографию солнцезащитных очков в том же положении, чтобы лицо человека было таким же, как у статуи, чтобы вы могли смешать оба элемента вместе. Мне легче найти статую, которая смотрит вперед. Вот почему я использовал такую статую. На самом деле это одна и та же статуя на обеих этих анимациях. Если вы хотите использовать то же самое, вы можете выполнить поиск так. Август Октавиан, я не знаю, хорошо ли я произношу, но выполните поиск таким образом на Pinterest. И вы получите такое изображение, потому что это изображение, которое я использовал. Качество не очень хорошее, но в моей анимации это выглядит неплохо, я думаю. Я щелкаю правой кнопкой мыши, сохраняю изображение как. Я собираюсь сохранить его. Теперь нам нужна фотография солнцезащитных очков, чтобы она соответствовала положению лица. Для этого мы можем пойти в Unsplash и поискать солнцезащитные очки. Хорошо, мы можем прокрутить вниз. Это именно та фотография, с которой я брал солнцезащитные очки. Положение его лица такое же, как и у статуи. Давайте скачаем это бесплатно. Если вы хотите получить такую картину, вам нужно будет найти статую, выглядящую так же, как он смотрит. Я имею в виду положение лица, его поворот. Я думаю, что проще сделать снимок, глядя вперед. Теперь, когда мы загрузили все ресурсы, я бы посоветовал вам поместить их в папку. Обычно в моих папках полный беспорядок. Я пытаюсь организовать их, но мне это трудно. Но я предлагаю вам не быть похожими на меня в этом случае. Создайте новую папку, назовите ее Resources и поместите все это туда. Это все, что касается ресурсов. Мы готовы начать творить. Я покажу вам, как манипулировать этими текстурами, чтобы превратить их во что-то необычное, и как создавать их с нуля. Чтобы у вас было огромное разнообразие текстур для применения в ваших проектах. Редактирование и создание текстур P1. Теперь, когда у нас есть ресурсы, мы перейдем к Photoshop, чтобы подготовить текстуры и сделать их очень привлекательными. Я покажу вам различные инструменты и корректирующие слои, чтобы получить тот эффект, который нам нравится. Теперь я покажу вам процесс моей работы. Я очень экспериментальный художник, поэтому я пытаюсь исследовать различные инструменты, и я покажу вам, как использовать эти инструменты для изменения текстур. Позвольте мне показать вам, как я это делаю. Хорошо, я покажу вам папку, в которую я поместил ресурсы, которые мы загрузили. Я разделил их на группы. На первой папке у меня есть силуэты. На втором — изображение статуи и солнцезащитные очки, а на третьем — текстуры. Мы собираемся открыть Photoshop и начать работать с текстурами. Первое, что вы видите, когда открываете Photoshop, это последние проекты. В принципе, у вас есть два варианта: создать новый документ или открыть документ, чтобы открыть изображение текстуры. Мы можем нажать на кнопку «Открыть». Мы перейдем в папку, где у нас есть текстуры, и я выберу их все, хотя мы отредактируем только одну из них. Я открою. То, что вы видите, когда открываете картинку, это картинка посередине. На левой стороне вы видите все инструменты, которые вы можете использовать. С правой стороны вы видите слой, и прямо здесь есть значок блокировки, который означает, что вы не можете редактировать слой. Некоторые варианты прямо здесь великолепны. Если я нажму на это, вы увидите, что мы можем их использовать. Если мы перейдем к размеру изображения, то мы перейдем к изображению, размеру изображения, и мы увидим, что это исходный размер изображения.
также резолюция. Теперь нам нужно создать новый документ. Мы можем поместить в него текстуры и добавить их. Нам нужно зайти в файл «Новый». Прямо здесь у вас есть несколько шаблонов в размере или разрешении. Справа у вас есть ширина, высота, разрешение, цветовой режим и все другие параметры. И если вы перейдете на первое место, у вас будет несколько сохраненных размеров документов. Я не сохранил ни одного. Вот почему она пуста. Слышал, у вас есть несколько шаблонов для печати, художественной иллюстрации, интернета, мобильных устройств и так далее. Одна вещь, которую я могу упомянуть, это то, что для интернета разрешение равно 72, в то время как для печати разрешение равно 300. Для этого проекта я создам разрешение HD. Ширина 1920 год, рост 1080 и резолюция 72, потому что я не собираюсь ничего печатать. Для печати вы должны установить цветовой режим в цвет КМИК. В данном случае нам это нужно в RAGP, и просто нажмите кнопку «Создать». Это наш новый документ, то же самое со слоем и инструментами. Теперь давайте просто скопируем одну из фотографий. Вы можете перейти к этим стрелкам прямо здесь, чтобы увидеть все вкладки, которые вы открыли, если есть фотографии, которые мы только что открыли. Я воспользуюсь этим. Я перейду ко второму инструменту под названием Rectangular Marquee Tool, выберу все целиком и перейду к редактированию, копированию. С правой стороны у вас также есть ярлык Ctrl+C. Давайте перейдем к нашему документу и отредактируем, вставим или Ctrl+V. Теперь сама текстура намного больше, чем документ, который мы создали. Прежде всего, я перейду к этому инструменту масштабирования прямо здесь, и у вас есть знак +V. Я пойду к знаку, чтобы уменьшить масштаб. А теперь я собираюсь нажать клавишу Ctrl на клавиатуре, чтобы повернуть его, и я собираюсь удерживать Shift, чтобы я мог повернуть на 15 градусов. Теперь я собираюсь масштабировать его, и чтобы сохранить соотношение, обязательно отметьте этот значок прямо здесь. Здесь сказано поддерживать соотношение сторон. Поэтому я пытаюсь привести это в соответствие с нашим документом. Давайте нажмем «Ввод». Давайте перейдем к знаку «плюс», чтобы увеличить масштаб. На слоях теперь у нас есть фон, а также у нас есть новый слой, потому что мы поместили нашу текстуру. Чтобы понять слои, вы можете иметь в виду документы. Например, если вы положите одну бумагу поверх другой, вы очевидно увидите ту, которая находится сверху. Если мы перейдем к инструменту перемещения, мы сможем переместить этот документ, и мы сможем увидеть документ, который находится ниже. Давайте это исправим. Я покажу вам, как изменить цвета этой текстуры. Сначала я покажу вам корректирующие слои. Чтобы использовать их, вы можете перейти сюда, на этот круглый значок, нажать на него. И вы сможете увидеть все корректирующие слои, такие как яркость, контрастность уровня, кривые, оттенок, насыщенность, цветовой баланс и так далее. Первое, что я вам покажу, это изгибы. Я собираюсь нажать на нее. Как вы можете видеть, появляется эта вкладка. Мы видим эту диагональную линию. Если мы пойдем прямо сюда, мы сможем увидеть все варианты. RAGP, красный, зеленый и синий. Также сверху создается новый слой. Это слой корректирующего слоя. Если мы нажмем на эту диагональную линию, мы сможем создать такой квадрат, похожий на точку. Давайте потащим его. Это влияет на картину. Чем больше мы играем с этим, тем больше это влияет на картину. В данном случае у нас нет формулы. Мы можем ввести цифры, и мы получим определенный результат, потому что это зависит от типа изображения, которое у вас есть, и от цветов, от контраста изображения. Обычно я играю со всем этим. Итак, первый RAGP, затем красный, зеленый и синий. Я собираюсь показать вам кое-что на этом слое. Как вы можете видеть, есть этот значок с графиком, а также этот белый эскиз, и я собираюсь показать вам, что это такое. Давайте пока закроем это дело. Если мы снимем флажок со слоя, мы сможем увидеть исходное изображение, потому что теперь сам слой не имеет никакого эффекта. То же самое, даже если мы поместим его ниже, потому что теперь корректирующий слой может влиять только на слои под ним, а не на слои, которые находятся поверх него. Вот почему это должно быть поверх слоя, который нам нужно отредактировать.
Как я уже говорил, у нас есть этот белый цвет. Все это представляет собой картинку здесь, а белый слой означает, что мы можем применить этот эффект ко всей этой белой области. Если мы перейдем к инструменту кисть, вы увидите размер прямо здесь, размер и твердость. Вы можете увидеть изменения прямо здесь. Когда вы увеличиваете твердость и уменьшаете ее, она становится размытой. Давайте пока сделаем это на 100%. А здесь у вас есть цвета, черно-белый цвет. Вы можете изменить их, нажав на него. Я выберу белые цвета. Давайте убедимся, что мы проверили инструмент кисти черный цвет. Кроме того, нам нужно убедиться, что мы нажали на этот белый эскиз. Теперь я буду рисовать на нем. Это форма, которую я создал в черном цвете. Это означает, что область, окрашенная в черный цвет, не применяет эффект к изображению ниже. Я могу продолжать это делать. Если я сделаю все черным, эффект вообще не будет применен. Если я передумаю о чем-то, я могу просто переключиться на белый цвет и нажать на него. Итак, белый цвет представляет области, где применяется эффект. Я удалю это, чтобы начать все сначала. Это называется Layer Mask. Давайте удалим также корректировку. Теперь я объясню кривые, так что давайте попробуем еще раз. Кривые. Главная цель здесь — получить эти радужные цвета. Исходя из моего опыта, я заметил, что когда вы создаете несколько волнистых графиков, мы получаем радужные цвета. Вот почему я нажимаю на точку и перетаскиваю ее вниз. Затем нажмите на другую точку и перетащите ее вверх, и мы сразу же получим эту радужную текстуру. Я вижу, как это влияет на картинку, поиграю с ней и посмотрю, какие цвета мне нравятся. Если вы используете другую текстуру, вы получите другие эффекты. Давайте прямо сейчас перейдем к красному графику, и я тоже с ним поиграю. Но я скажу, что рак самый важный для получения этих радужных цветов. Хорошо, теперь я пойду на зеленый. Просто поиграл с ними, чтобы посмотреть, какие цвета я получу. Давайте перейдем к последнему синему. Это все для кривых. Прежде чем я перейду к другим настройкам, я покажу вам кое-что еще. Я сделаю копию этой текстуры. Я собираюсь удерживать клавишу Alt, перетащить это вниз, так что теперь у нас есть две копии. Я нажму на этот слой, перейду к инструменту перемещения сверху и перетащу его вот так. Теперь вы можете видеть оба слоя. Корректирующий слой кривых, он влияет на оба ниже лежащих слоя. Иногда вам нужны кривые, чтобы применить этот эффект только к определенному слою, который я проверяю. Для этого мы можем перейти к слою и создать обтравочную маску, но убедитесь, что вы нажимаете на корректирующий слой. Давайте нажмем «Создать обтравочную маску». Теперь эта стрела создана. Это означает, что мы применяем этот эффект только к нижнему слою. На тот, который находится под редактируемым слоем, корректирующий слой не влияет. Я хотел показать вам это. Теперь я могу удалить этот определенный слой, потому что он нам не нужен, и давайте закроем это пространство. Я собираюсь создать еще один корректирующий слой. Я перейду к этому значку и к оттенку насыщенности. Я также могу применить обрезающую маску. Теперь мы можем видеть оттенок насыщенности легкость. Обычно я играю с насыщенностью и оттенком, чтобы посмотреть, какие цвета я получаю. В зависимости от цветов, которые вам нравятся, вы можете поиграть с этим и решить, какой из них вам нравится больше. Я выберу эти цвета. Если мы увеличим масштаб, то получим несколько пикселизированных областей из-за кривых, поэтому давайте снимем галочки с кривых, чтобы увидеть разницу. Чтобы сделать это более плавным, я собираюсь показать вам фильтр. Прежде всего, если мы снимем эти галочки. Корректирующие слои, мы можем получить исходную текстуру, но я хочу, чтобы все это изображение было как один слой. Чтобы сделать это, я выберу все целиком и перейду к редактированию, но не к копированию, а к объединению копий. Это означает, что он копирует все из слоев, а не только выбранный слой, поэтому давайте перейдем к копированию объединенного и перейдем к редактированию вставки. Вы увидите, что создается новый слой. Давайте снимем галочки с ниже лежащих слоев.
Мы видим, что у нас есть все последствия. У нас есть отредактированная текстура в виде одного слоя. Теперь я покажу вам этот фильтр. Давайте увеличим масштаб, чтобы вам было лучше видно. Я пойду фильтровать, стилизовать и использовать масляную краску. Вы можете сразу увидеть изменения. Проверьте и снимите галочку с предварительного просмотра, посмотрите, как это выглядит. Прямо здесь у вас есть эти опции, параметры кисти, и у вас есть эти уровни, которые вы можете изменить. Обычно я ставлю это на 0, ставлю это на максимум, на 10, и смотрю, как это влияет на картину. Я сделал то же самое со всеми этими другими вариантами. Я решил, что мне нравится, когда им всем по 10. Опять же, это субъективно. Может быть, вам не нравится стилизация 10. Вы можете поставить его на 3 и увидеть больше волнистых форм. Если я поставлю его на 10, формы станут более плавными. Есть еще такая опция освещения, и вы можете увеличить яркость, и получается та 3D-текстура, которая мне не очень нравится. Но если она вам нравится, вы можете проверить ее и использовать, потому что именно эти текстуры мы будем анимировать в After Effects. Это абстрактные текстуры. Это не проблема, есть ли у них этот 3D-эффект или нет. Самое главное, что она абстрактна и в ней много цветов. Что касается меня, я сниму этот флажок и нажму ОК. Уменьшите масштаб. Я собираюсь проверить ниже приведенные слои, чтобы увидеть разницу. Теперь все выглядит совсем по-другому. Редактирование и создание текстур P2 – другой способ создать текстуры с нуля, выбрав разные цвета, применив их к холсту и используя инструменты, которые я вам показал. Так что давайте посмотрим. Прежде чем я покажу вам, как искажать эти текстуры, я покажу вам еще один корректирующий слой, чтобы изменить его цвета. Я снова пойду прямо сюда и покажу вам карту градиента. Как вы можете видеть, сверху создается еще один слой. Я нажму на то место, где у нас есть черно-белый градиент, который создается, потому что у меня есть черно-белые цвета прямо здесь в инструментах. Вы можете видеть, что существуют разные градиенты. Если я проверю разные, вы увидите разные результаты на картинке. Прежде чем я применю что-либо из этого, я покажу вам, как создавать ваши собственные градиенты. Потому что эти градиенты вверху являются градиентами по умолчанию, но есть также некоторые из них, созданные мной. Давайте отменим, давайте пока снимем галочку с корректирующего слоя градиентной карты. Чтобы создать градиенты, вам нужно перейти прямо сюда на инструмент градиент. Если вы видите инструмент ведро для рисования, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать инструмент градиент. Прямо здесь, на вершине, мы видим несколько уклонов. Давайте нажмем на один из них, и это сочетание цветов, красного и зеленого цветов, и давайте нажмем ОК. Я создам новый слой отсюда, используя этот знак плюс. Все, что мне нужно сделать, это щелкнуть и перетащить. И в зависимости от направления, которое вы ему задаете, вы видите разные градиенты. Я нажму на него еще раз, посмотрю другие. У этого есть 3 цвета, так что это смесь 3 цветов. Существуют разные градиенты с разными цветами, и вы также можете изменить положение цвета. Давайте попробуем этот с 7 цветами. Общим для этих градиентов является то, что они покрывают весь экран. Здесь есть еще один, с прозрачными краями, так что давайте попробуем. Я нажму ОК. Давайте удалим этот слой. Создайте новый. Я щелкну и перетащу. Эта картинка не покрывает весь экран, потому что у нее прозрачные края, так что это зависит от того, как сильно вы перетаскиваете. Это создаст градиенты такого размера, какой вы хотите. Это тот, который мне понравился больше, потому что от меня зависит, какую часть экрана я хочу охватить. Как я уже сказал, вы также можете создавать новые градиенты. Сначала давайте снимем этот флажок, удалим его, и я создам новый слой и покажу вам, как создавать градиенты. Обычно для создания градиентов я использую некоторые ссылки на изображения. Допустим, мне нравятся цвета этой конкретной картинки, и я открою ее в Photoshop.
Перейдите к градиентам, выберите этот с прозрачными краями, просмотрите все цвета и измените их. Я могу нажать на этот красный цвет. Теперь вы можете увидеть эту икону. Это означает, что вы можете выбрать цвет на картинке. Давайте нажмем на определенный цвет. Вы можете видеть, как мы его выбрали. Я нажму ОК. Если вы хотите, вы также можете изменить его. Поставьте это так, например. Нажмите ОК. Переходите на желтый цвет. Я могу взять что-то отсюда. Я также могу это изменить. Нажмите ОК. Я собираюсь сделать то же самое с другими цветами. Давайте перейдем к синему прямо сейчас, прямо здесь. И у нас есть два последних цвета, обычно они темнее, поэтому я нажму на этот синий и выберу темно-синий цвет. Нажмите кнопку «Около». Последний цвет, давайте выберем темно-фиолетовый. Давайте нажмем ОК. И чтобы сохранить его, вам нужно нажать кнопку «Создать». Это прямо здесь. Это только что появилось прямо здесь. Давайте нажмем ОК. Вы можете создавать эти градиенты. Теперь давайте удалим это. Давайте перейдем к карте градиентов. Я собираюсь проверить слой. Дважды щелкните по этому значку, перейдите к карте градиентов, и теперь я могу выбрать градиент, который я только что создал. Нажмите ОК. У нас также может быть этот обратный цвет. Это тот эффект, к которому это относится. Существуют также такие режимы смешивания. Вы можете видеть их всех прямо здесь. Это начинается с обычного и заканчивается прямо здесь, и каждый из них применяет свой эффект к нижнему слою. Давайте начнем с обычных, и я собираюсь использовать их, чтобы попробовать их все и посмотреть, как это влияет на текстуру. Если вам нравится что-нибудь из этого, вы можете использовать это. Лично я оставлю все как есть. Я не буду применять карту градиента, но я хотел показать вам, как это выглядит. Я сниму флажок. Это все для корректирующих слоев. Я покажу вам, как искажать текстуры. Я сделаю копию этой текстуры, удерживая Alt и перетаскивая вверх. Мы сможем увидеть разницу позже. Первый инструмент, который я вам покажу для искажения текстур, это инструмент Liquify. Значит, мы можем перейти к фильтрации и измельчению прямо здесь. Вы можете увидеть все эти варианты на правой стороне. Это инструменты с левой стороны. Нам нужно использовать только этот инструмент прямо здесь сверху, инструмент Forward Warp и этот инструмент прямо здесь, который называется Twirl по часовой стрелке. Здесь у нас есть размер, давление и плотность. Вы можете увеличить это, основываясь на имеющейся у вас картинке. Вы можете видеть круг прямо здесь, который представляет размер. И так как это работает, вы щелкаете и перетаскиваете, и вы можете увидеть эффект, который он оказывает на текстуру. Вы можете сделать его волнистым. Просто поиграйте с этим и посмотрите, что вам нравится больше. Кроме этого, есть еще один инструмент, который вы можете использовать, а именно этот инструмент поворот по часовой стрелке. Теперь для этого вы можете нажать и удерживать. Вы можете видеть, что он делает. Я прохожу через разные области и продолжаю это делать. Если вы будете удерживать щелчок в течение длительного времени, вы можете получить несколько прозрачных областей вот так. Чтобы исправить это, вы можете отменить или перейти к этому инструменту Forward Warp и просто сделать это. Вот как это работает. Вы можете играть с этим вечно, придавая формы, которые вам нравятся. Я просто собираюсь нажать кнопку ОК. Вы можете видеть разницу. Теперь я собираюсь показать вам следующий эффект для искажения текстур. Я сделаю копию этого снова, удерживая Alt и перетаскивая вверх. Следующий инструмент называется Smudge Tool, который находится вот здесь. Если вы этого не видите, щелкните правой кнопкой мыши и перейдите к инструменту размазывания. Сверху вы увидите такую опцию, как инструмент кисть, размер и твердость. Обычно я увеличиваю твердость до 100%, и вы поймете почему. Также у вас есть прочность до 50% и проба всех слоев. Я пока сниму с него галочку и покажу вам, что он делает, если я его проверю. Просто имейте в виду размер, твердость и прочность. Сила прямо сейчас составляет 50%. Я собираюсь просто щелкнуть и перетащить.
Я удостоверяюсь, что нахожусь на правильном уровне. Вот какой эффект это производит. Текстура становится размытой, цвета смешиваются. Мы можем продолжать это вечно, просто удерживая, щелкая и перетаскивая. Вот как это работает. Я собираюсь отменить. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если я доведу эту силу до 100%. Теперь вы можете видеть, что это больше похоже на 3D-форму. Я просто щелкаю и перетаскиваю. Давайте отменим инструмент размазывания, и мы также сможем увеличить размер. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Обычно на это уходит некоторое время. Мне действительно нравятся такие результаты. Давайте пока остановимся. И я собираюсь создать новый слой. Давайте попробуем это еще раз с помощью инструмента Smudge Tool. Вы можете видеть, что ничего не происходит, хотя я нажимал и перетаскивал. Это происходит потому, что я нахожусь на новом слое, который пуст. На нем нет текстуры. Чтобы исправить это, вам нужно нажать «Выборка всех слоев». Итак, хотя мы находимся на пустом слое, инструмент размазывания все равно будет работать. Прежде всего, давайте уменьшим размер. Давайте попробуем. Это работает, хотя мы находимся на пустом слое. Я буду продолжать делать это, чтобы заполнить весь экран эффектом инструмента размазывания. Вот как работает инструмент размазывания. Это была оригинальная текстура. Конечно, после того, как я наложил корректирующие слои. Это с помощью инструмента Liquify и инструмента Smudge. Сейчас я покажу вам, как создавать некоторые текстуры в Photoshop. Прежде чем я это сделаю, я напомню вам, зачем они нам нужны. Я зайду на свою страницу в Instagram. Вам нужны эти текстуры из Photoshop, чтобы поместить их в After Effects и анимировать их как этот, где нам нужен силуэт и анимированная текстура. Такие анимированные текстуры нам понадобятся и в подобных проектах. Что у них общего, так это то, что у них такие красочные текстуры. Я собираюсь создать новый слой. Я собираюсь перейти к этим цветам и выбрать случайные цвета, которые мне нравятся. Я сделаю комбинацию розового, голубого и желтого цветов. Давайте нажмем ОК. Я перейду к инструменту кисти, уменьшу твердость, размер в порядке. Как я уже сказал, я на новом слое создаю эти маленькие фигуры, просто размещая их случайным образом на этом документе. Теперь я собираюсь изменить цвет. Давайте используем этот цвет, этот синий, и еще раз, поместив эти цвета случайным образом, чтобы заполнить весь документ. Давайте перейдем к желтому цвету. Опять же, вы можете выбирать свои собственные цвета. Давайте выберем другого. Давайте перейдем к этому темно-фиолетовому. Нажмите ОК. Мы все еще видим фон под инструментом размазывания, поэтому, чтобы исправить это, мы можем сделать несколько копий этого нового слоя. Я собираюсь подержать Alt и поднять его. Теперь стало лучше, давайте попробуем еще раз. Сейчас я создам новый слой, перейду к инструменту градиент и применю градиент. И давайте опустим это ниже. Теперь мы можем видеть случайные цвета. Я собираюсь нажать на этот градиент на слое ниже. Удерживайте Shift, щелкните по слою сверху, щелкните правой кнопкой мыши, объедините слои. Это означает, что мы объединяем их в одно целое, или мы могли бы также использовать опцию слияния копий. Теперь мы собираемся использовать это в качестве основы для создания текстур. Я собираюсь использовать те же инструменты, что и раньше. Прежде всего, давайте сделаем копию, и я перейду к фильтру Liquify. И снова я буду использовать те же инструменты, что и инструмент Forward Warp. Давайте попробуем это сделать, чтобы создать несколько красочных волнистых фигур. Хорошо, давайте воспользуемся и другими инструментами, инструментом вращения по часовой стрелке. Давайте исправим эти прозрачные области. На самом деле я собираюсь это отменить. Я собираюсь нажать кнопку ОК. Я собираюсь сделать копию этого и просто повернуть его. Нажмите Ctrl, удерживая Shift, нажмите ОК. Я собираюсь выбрать оба слоя, нажав на верхний слой. Shift, щелкните правой кнопкой мыши, объедините слои, и я снова перейду к инструменту Liquify и снова использую инструмент Twirl по часовой стрелке. Просто чтобы сделать это размытым. Теперь инструмент Forward Warp, и это лучше.
Итак, давайте нажмем ОК. Теперь мы видим разницу. Это с помощью инструмента Liquify, так что я сейчас сделаю его копию. И следующий инструмент – это инструмент для размазывания. Давайте используем его и придадим ему размер 300, как он есть, и прочность 100%. И теперь я собираюсь создать эти 3D-волнистые формы. Вот окончательные результаты, которые у нас есть. Это было похоже на базовую текстуру. И вот как это выглядит, когда мы используем инструмент Liquify. И вот как это выглядит, когда мы используем инструмент размазывания. Пока я сохраню это как проект, поэтому я перейду к файлу «Сохраню». Нам нужно сохранить это как проект Photoshop. Давайте назовем это текстурами, и его нужно сохранить как EPT. Давайте нажмем «Сохранить», нажмем ОК, и теперь нам нужно перейти к работе с силуэтами. Вот как вы можете работать с текстурами. Я приглашаю вас изменить те, которые вы скачали. Извлеките максимум пользы из Smudge Tool и Liquify Tool. На следующем уроке я покажу вам, как готовить силуэты. Работа с силуэтами. Когда мы работаем с различными ресурсами, как в этом курсе, мы обнаруживаем, что иногда нам нужна только часть изображения для окончательной композиции. В этом уроке мы увидим, как удалить фон загруженных нами изображений силуэтов. Как только вы сделаете это пару раз, вы увидите, насколько прост и полезен инструмент перо. Теперь, когда мы закончили с текстурами, нам нужно поработать с другими ресурсами, такими как силуэты, чтобы получить такие видео, как я показывал вам раньше. Итак, у нас есть анимированные текстуры, а также силуэт. То же самое прямо здесь, где нам нужно удалить фон изображения статуи, которое мы загрузили ранее. Давайте перейдем к Photoshop. Сначала я собираюсь закрыть этот проект. Теперь давайте откроем, и я сначала открою эти силуэты. Давайте также откроем фотографию статуи, потому что мы удалим фон со всех них. Я скачал 3 фотографии силуэта, и теперь я могу решить, какую из них я собираюсь использовать. Я думаю, что выберу этот вариант, потому что вы можете видеть, что лицо все еще видно, в то время как на этом оно полностью черное. Конечно, нам нужно сделать его полностью черным. Я думаю выбрать этот вариант, чтобы я мог показать вам, как сделать картинку черной, если это не так. Так что таким образом вы также можете использовать свои фотографии для этого случая. Сейчас я покажу вам, как использовать инструмент перо для удаления фона. Прежде всего, давайте разблокируем слой. Мы переходим к инструменту перо, который находится прямо здесь, инструмент перо, и убедитесь, что вы выбрали опцию контур, а не фигуру. Потому что нам нужно создать контур, чтобы удалить фон. Нам не нужно создавать определенную форму. Давайте увеличим изображение. Давайте перейдем к ручному инструменту. Я нажму на точку, и вы увидите, что создается эта прямоугольная форма. Если мы нажмем на другую точку, мы увидим, что у нас есть линия. Если мы нажмем и удержим, мы сможем двигаться и видеть, что можем создавать эти волнистые формы. Если мы просто нажмем сейчас на эту точку, вы увидите, что она все еще волнистая. Если вы не хотите чего-то подобного, вы можете отменить. Удерживайте клавишу Alt и нажмите на прямоугольную фигуру. Теперь, если мы нажмем на эту точку, мы сможем получить эти прямые линии, потому что, похоже, мы начали с самого начала. Это основные параметры инструмента перо. Конечно, чтобы хорошо выучить его, нужна практика, но в основном в этом случае нам просто нужно следовать форме, фону, который нам нужно удалить, так что давайте начнем отсюда. Я просто собираюсь выбрать эти формы, и это не обязательно должно быть идеально. Мне не нужно выбирать каждый камень, мне просто нужно создать волнистую форму или красивую форму для Земли, затем мне нужно быть осторожным, когда мы доберемся до формы человека. Теперь я собираюсь уменьшить масштаб. Давайте подойдем к картине, чтобы лучше все разглядеть.
Как вы можете видеть, это тот выбор, который я сделал. Мне просто нужно закрыть путь. Давайте включим предысторию и перейдем к тому, с чего мы начали. Давайте щелкнем по нему, и нам нужно снова перейти к инструменту перо. Щелкните правой кнопкой мыши, сделайте выбор, убедитесь, что радиус пера равен нулю, нажмите кнопку ОК. Теперь, когда выбор сделан, вы можете просто нажать кнопку «Удалить» с клавиатуры. Или вы можете перейти к редактированию «Вырезать». Итак, давайте снимем выделение, и если мы увеличим масштаб, то увидим, что есть еще одна небольшая область, которую нужно удалить. Опять же, мы будем использовать тот же инструмент пера. Хорошо, теперь, когда мы также удалили эту область, мы видим, что лицо все еще узнаваемо. Давайте посмотрим на это. В случае, если вы хотите сделать это силуэтом, что означает, что вы хотите сделать все черным, вы можете создать новый корректирующий слой сверху. Оттенок, насыщенность, перейдите к слою, создайте обтравочную маску и уменьшите яркость. Я сделал это минус 100. Давайте увеличим изображение. Сейчас все черное, поэтому мы собираемся использовать это в качестве силуэта для такого рода анимации, где у нас есть анимированная текстура, а также силуэт сверху. Теперь давайте перейдем к следующей картине. Кстати, мы экспортируем это позже. Мы можем скопировать это. Отредактируйте, скопируйте. Давайте создадим новый документ. Обычно я использую такое соотношение ширины и высоты для постеров или работ, которыми я делюсь на своей странице в Instagram. Итак, давайте нажмем кнопку «Создать». Когда они анимированы, я всегда уменьшаю размер. Так что давайте перейдем к изображению, размеру изображения и убедитесь, что это проверено, чтобы мы могли сохранить соотношение сторон. И когда я уменьшу ширину, пропорционально уменьшится и высота. Давайте нажмем ОК. Я собираюсь вставить изображение, которое мы скопировали. Он действительно маленький по сравнению с нашим документом, поэтому давайте нажмем Ctrl+T, и я просто увеличу размер. Нажмите Enter. Этого достаточно. Как мы сделали с силуэтом, мы снова воспользуемся инструментом перо, чтобы удалить фон. Нам просто нужно лицо. Теперь я снова воспользуюсь инструментом перо. Итак, еще раз, давайте просто закроем путь. Щелкните правой кнопкой мыши, сделайте выбор, нажмите ОК и просто нажмите Ctrl+C, Ctrl+V, и теперь у нас есть два слоя. Давайте тогда проверим слой ниже. Я собираюсь уменьшить масштаб. Это выглядит хорошо. Я собираюсь сделать копию этого на всякий случай, если мне это понадобится. Как вы можете видеть, качество не очень хорошее, поэтому прежде всего я буду работать с корректирующими слоями, поэтому давайте начнем с яркости и контрастности. И я собираюсь использовать обтравочную маску, чтобы она применялась только к нижнему слою. Я увеличу контрастность, немного уменьшу яркость. Самый важный корректирующий слой в данном случае – это кривые. Просто постарайтесь сделать его красочным, хотя он и серый. Еще раз, помните, что я сказал о текстурах, чтобы сделать их красочными, вам нужно создать этот волнистый график с помощью опции Wrap. Давайте перейдем к красному, зеленому и синему. Посмотрите, что мы можем сделать. Зеленый и последний синий. Я собираюсь также применить оттенок насыщенность. Хорошо, я оставлю все как есть. Я сниму галочку с фона, чтобы у нас был прозрачный фон, затем выберите все, перейдите к «Копировать объединено». Давайте просто вставим это. Теперь я могу снять галочки с ниже лежащих слоев. Теперь я хочу исправить эту проблему с пикселизацией. Если мы увеличим масштаб, это будет выглядеть не очень хорошо. Чтобы исправить это, я снова собираюсь использовать эффект масляной краски. Вы можете поиграть со стилизацией, но мне она нравится такой, какая она есть, поэтому я просто нажму ОК.
Теперь у нас есть две фотографии, это которая нам понадобится для такого рода анимации, и статуя, которая нам понадобится для такого рода анимации. Я перейду к смешиванию солнцезащитных очков со статуей. На следующем уроке я покажу вам, как получить одно изображение, смешав два из них. Смешивание изображений в этом уроке я покажу вам, как подготовить изображение статуи, которое мы выбрали, и добавить к нему солнцезащитные очки. Прежде чем я поработаю со смешиванием статуи и солнцезащитных очков, давайте просто сохраним это как проекты, так что файл сохраните. Я сохраню это как EPT, нажмите ОК. Давайте перейдем к другому проекту статуи. Как вы видели из примера, в данном случае статуя темная. Мы собираемся сделать это через несколько минут. Но прежде чем я это сделаю, мне нужно добавить солнцезащитные очки. Для этого давайте откроем картинку, где у нас это есть. Я собираюсь открыть его, и я просто собираюсь выбрать область солнцезащитных очков. Я собираюсь скопировать и вставить его. Теперь я могу уменьшить непрозрачность, так что вы можете видеть прямо здесь непрозрачность 100%. Это означает, что мы можем сделать его более прозрачным, если я уменьшу его. Итак, Ctrl+T, чтобы попытаться сопоставить его. Давайте нажмем «Ввод». Я собираюсь увеличить изображение. Я увеличу непрозрачность. И сначала мне нужно удалить фон с солнцезащитных очков. Итак, мы воспользуемся инструментом перо. Давайте щелкнем прямо здесь, проследим контур солнцезащитных очков, а теперь, чтобы придать им круглую форму, я собираюсь нажать сверху и удерживать, а затем перетащить так, чтобы они соответствовали форме солнцезащитных очков. Теперь я пойду в этот район и посмотрю, работает ли это. Это не работает, поэтому я отменю и буду удерживать клавишу Alt. Теперь давайте посмотрим, сработает ли это. Я собираюсь снова нажать клавишу Alt. Я сделаю то же самое с другими фигурами. Повторяю, нам просто нужно закрыть путь. Щелкните правой кнопкой мыши, сделайте выбор, нажмите ОК, Ctrl+C, Ctrl+V. Давайте тогда проверим слой ниже. Прежде чем я поправлю солнцезащитные очки, я сделаю копию этой статуи, удерживая Alt и перетаскивая вверх. Теперь я перехожу к настройке оттенка насыщенности, снова слой, создаю обтравочную маску, и я уменьшу насыщенность, а также яркость. Поэтому мы сделаем ее темной, как в примере, который я вам показал. Давайте перейдем к солнцезащитным очкам, я собираюсь уменьшить масштаб, чтобы лучше видеть. Ctrl+T, и я просто попытаюсь настроить его на лицо статуи. Давайте нажмем ОК. Я думаю, что это нормально, и давайте обсудим это в группе. Мы можем отделить ее от других статуй. Я нажму на первый слой сверху, удерживая Shift, нажму на статую и перейду к значку этой группы. И теперь мы можем разделить эти два разных изображения, потому что они нужны нам для разных проектов. Один из них для этой анимации, а другой для этой анимации. Теперь, когда мы подготовили все снимки, я покажу вам, как экспортировать их один за другим. Теперь все изображения, которые нам нужны для создания наших проектов, готовы. Вы также найдете их во вложениях ниже на случай, если Photoshop вам не подходит и вы хотите работать с моими текстурами. На следующем уроке я покажу вам, как правильно экспортировать их для After Effects. Экспорт в этом уроке я покажу вам, как экспортировать наш проект.
Также мы объясним разницу между изображением в формате IN и изображением в формате JPEG. Я проведу тест, чтобы вы увидели, как выглядят результаты. Это очень важно, потому что знание того, как экспортировать наши изображения, позволит нам продолжать работать с ними. Прежде чем я покажу вам, как все экспортировать, сначала давайте сохраним это как проект. Я собираюсь начать с того, что покажу вам разницу между IN и JPEG. IN — это изображение с прозрачным фоном, в то время как JPEG — это изображение с белым фоном или любым другим фоном. Давайте проведем тест. Давайте начнем с этого изображения, которое нам понадобится для одной из анимаций, и нам нужно убедиться, что мы не проверили фон. Фон прозрачный. Мы можем видеть это, потому что у нас есть эти белые и серые квадраты на заднем плане. Давайте перейдем к файлу «Сохраните как». Давайте назовем эту красочную статую. В разделе «Сохранить как тип» мы переходим к IN, нажимаем «Сохранить», нажимаем «Около». Давайте проведем тест. Давайте перейдем к сохранению как, чтобы у нас было то же изображение, но на этот раз оно будет в формате JPEG. Итак, нам нужно перейти к этому формату JPEG, нажать «Сохранить», нажать «Ок», а теперь давайте откроем их оба. Как вы можете видеть, это файл в формате IN, а это файл в формате JPEG. Итак, если мы перейдем к IN, мы можем создать новый слой, поместить его на задний план, и мы можем просто создать что-то на заднем плане. В то время как в этом случае мы можем создать новый слой, поместить его на задний план, нарисовать что-то. Но мы ничего не видим, потому что на этой картинке белый фон, хотя в проекте он был прозрачным. Не забудьте сохранить изображение в формате IN на случай, если вы хотите, чтобы фон был прозрачным. Теперь давайте перейдем к другим изображениям. Нам нужно вывести статую и солнцезащитные очки отдельно друг от друга. Итак, давайте начнем со статуи файла «Сохранение как статута черным по белому». Опять же в качестве извинения. Я собираюсь нажать кнопку «Сохранить», нажмите кнопку «Около». Теперь давайте снимем галочки с этих слоев и перейдем к солнцезащитным очкам, и снова «Файл», «Сохранить как», и я собираюсь сохранить его в формате IN. Нажмите «Сохранить», нажмите «Около». Теперь давайте перейдем к изображению силуэта. Опять же нам нужно убедиться, что у нас есть прозрачный фон. Мы перейдем к файлу «Сохраним как», изменим формат на IN, нажмем «Сохранить», нажмем «Около». Теперь я собираюсь открыть проект Textures. В данном случае у нас нет прозрачных фонов, так что это не имеет значения, мы можем просто сохранить их в формате JPEG. Давайте начнем с этого. Снимите галочки со всех остальных слоев сверху. Мы можем видеть это. Давайте перейдем к файлу «Сохраните как». Давайте назовем их по номерам, потому что теперь у нас разные текстуры в формате JPEG, и я сделаю то же самое с другими текстурами. Таким образом, мы экспортировали все файлы в формате JPEG и в формате IN. Теперь нам нужно перейти к After Effects, чтобы оживить их. Хорошо, наши активы готовы, так что давайте перейдем к After Effects. Если вы не знакомы с этим программным обеспечением, не волнуйтесь. Я также объясню об этом по ходу дела, чтобы вы могли следовать за мной без проблем. Анимация текстур пункта 1. Я начну этот урок с того, что покажу вам основы интерфейса After Effects, чтобы вы могли ознакомиться с ним. Тогда мы начнем анимировать текстуры, которые мы подготовили в Photoshop. After Effects использует много ресурсов вашего компьютера. Итак, в зависимости от машины, с которой вы работаете, предварительный просмотр и рендеринг могут занять некоторое время для воспроизведения. Давайте продолжим с этим.
Мы собираемся открыть After Effects. Мы можем анимировать текстуры, которые мы создали в Photoshop. Когда вы открываете After Effects, это первое, что вы видите, последние проекты. У вас есть два основных варианта – создать новый проект или открыть проект. Нам нужно нажать на этот новый проект, и это макет After Effects, о котором я собираюсь рассказать подробнее. В середине вы видите рабочее пространство. Здесь вы можете создать новую композицию, а в середине мы увидим наши текстуры, которые мы можем анимировать. Во-первых, давайте нажмем на это, создадим новую композицию и начнем с названия. Теперь у нас есть ширина и высота. У вас тоже есть несколько предустановок. Вы можете выбрать любой из пресетов, если у вас есть конкретная инструкция о размере, частоте кадров или разрешении, которые вам нужно использовать для вашего видео. Мы собираемся сделать это вручную. Нам нужно выбрать ширину и высоту того же размера, что и текстуры. Мы экспортировали их в разрешении HD. Вот почему я выбираю этот 1980 на 1080. Частота кадров должна быть 30. Это похоже на стандартную частоту кадров для большинства видео. Теперь мы можем выбрать продолжительность. Это разрешение, которое мы можем изменить позже в зависимости от скорости воспроизведения нашего видео. Давайте сделаем продолжительность 6 секунд. Вы можете сделать это дольше, если хотите, но я думаю, что 6 секунд достаточно для того, что мы сделаем. И цвет фона черный, я нажму кнопку ОК. Давайте воспользуемся колесиком прокрутки мыши, чтобы увеличить масштаб. У вас также есть эта опция прямо здесь, где вы можете нажать на Fit, и она поместится на вашем экране. Это рабочее пространство, где мы разместим наши текстуры. На правой стороне у вас есть эффекты и предустановки. В разделе «Эффекты и пресеты» вы можете искать любой определенный эффект. У вас также будут все эффекты в определенных папках или группах. Цветокоррекция, например, у вас есть такие эффекты, как яркость и контрастность, цветовой баланс, кривые и аналогичные эффекты, которые мы также используем в Photoshop. У вас также есть эта группа искажений, где у вас есть некоторые эффекты искажения, которые мы в основном будем использовать в этом уроке. Аналогично этому у вас есть все другие группы прямо здесь. У меня тоже есть несколько плагинов. Помимо эффектов и пресетов, у вас есть и другие панели. У вас также есть инструмент выравнивания, который вы можете использовать для центрирования определенного объекта. Библиотеки, символы, где вы можете изменить текст. Абзац, где вы центрируете текст. Кроме того, если вы не видите ни одной из этих опций, вы всегда можете перейти в окно, не забудьте проверить, например, эффекты и пресеты. Сейчас мы этого не видим. Вы можете перейти в окно «Эффекты и пресеты», и в случае, если макет не отображается. Вы всегда можете перейти в окно «Рабочее пространство» и выбрать опцию по умолчанию или все панели. С левой стороны у нас есть раздел проекта, сверху у нас также есть элементы управления эффектами. Итак, прежде всего на проектную панель мы вкладываем все наши ресурсы. Например, я собираюсь перетащить сюда все текстуры, которые мы создали в Photoshop. Когда мы применяем определенный эффект к текстуре, элементы управления эффектами отображаются прямо здесь, так что мы можем внести некоторые изменения в эффекты. Мы можем внести некоторые изменения. Вы поймете лучше, когда увидите все эффекты, которые я собираюсь применить. Здесь внизу у вас будут слои. Когда я наложу текстуру на композицию, слой будет создан прямо здесь. На правой стороне у вас есть временная шкала. Вы можете видеть длину, начинающуюся с 0 до 6, потому что длина, которую мы выбрали, продолжительность, которую мы выбрали, составляла 6 секунд. Наверху у вас есть все инструменты. Это инструмент выделения, это ручной инструмент, увеличение, поворот, камера, панорамирование, инструмент прямоугольника, инструмент пера, инструмент ввода, инструмент кисти. Все это похоже на Photoshop. В случае, если вы не видите эти инструменты прямо здесь, вы можете перейти к окну и обязательно установите флажок «Инструменты». Если вы хотите переместить этот черный экран, вы можете перейти к ручному инструменту и переместить его. Например, если вы хотите увеличить изображение, перейдите в определенную область. Вы можете щелкнуть и перетащить, чтобы перейти к его краям, например. Я всегда использую это, когда увеличиваю масштаб. Мы всегда можем вернуться к инструменту выбора или набрать V на клавиатуре.
Я дважды щелкну по разделу проекта. Я могу открыть дверь. Вот папка, в которую я поместил все текстуры. Я выберу несколько из них. Я удерживаю Ctrl, чтобы выбрать тот, который мне нужен одновременно. Может быть, я не использую их все, но давайте импортируем их. Как я уже сказал, они появятся с левой стороны в разделе проекта. Здесь мы собираем все ресурсы, и теперь нам нужно анимировать эти текстуры. Давайте щелкнем по одному из них. И первое, что мне нужно сделать, это удерживать и перетаскивать, чтобы поместить его на эту новую композицию. Вы можете видеть, что он щелкает, потому что размер текстуры совпадает с размером композиции. Итак, я отпущу, и вот размер текстуры, и если я щелкну правой кнопкой мыши, настройки композиции, ширина и высота будут одинаковыми. Все слои это только один, потому что это тот, который мы перетащили в композицию, и как и в Photoshop, существует иерархия слоев. Поэтому, если я перетащу сверху другую текстуру, вот текстура 4, она находится поверх текстуры 2, так что это тот, который мы сейчас увидим. Это похоже на бумаги, наложенные друг на друга. Если я передвину его, вы сможете увидеть текстуру ниже. Я нажму на него и удалю, нажав кнопку «Удалить» на клавиатуре. Вы также можете видеть длину слоя. В Photoshop мы не видели никакой длины, потому что в Photoshop мы создаем изображения, а в After Effects мы их анимируем, поэтому анимация имеет длину. В данном случае это скорректировано с учетом продолжительности композиции, которая составляла 6 секунд. Если мы хотим, мы можем сделать его короче. Например, мы хотим сделать это за 4 секунды. Давайте щелкнем, и когда мы увидим эти две стрелки слева и справа, мы можем просто щелкнуть и перетащить. Вы можете сделать это, например, за 4 секунды. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, нажав пробел на клавиатуре, ничего не произойдет, потому что это не анимировано, но экран становится черным на 4-й секунде. Мы можем настроить его снова. Теперь мы начнем с анимации текстур, и нам нужно создать некоторые эффекты искажения. Чтобы сделать это, мы перейдем к... У нас есть все эффекты, которые нам нужны для нашей цели в группе искажения. Прежде всего, давайте нажмем на этот слой и перейдем к эффекту, перейдем к искажению, и вы также можете выбрать эффекты отсюда. Давайте поищем первый эффект, который мы собираемся использовать. Это называется турбулентным смещением. Это находится в группе искажения. Чтобы применить эффект, вы можете просто щелкнуть и перетащить, чтобы применить его к этому слою. Управление эффектами активировано. Мы можем видеть название эффекта прямо здесь, а вот проект, вот элементы управления эффектом, и на этой панели у нас есть название эффекта и все его параметры. В этой опции FX мы можем установить или снять флажок с эффекта, так что вы можете видеть, как меняется текстура прямо здесь, где мы устанавливаем или снимаем флажок. Как вы можете видеть, у него есть все свои варианты, такие как смещение, количество, размер, смещение, сложность и эволюция. Прямо здесь у нас есть все варианты перемещения. Если мы нажмем на этот второй вариант, мы увидим еще одно смещение. Мы можем пойти к третьему и посмотреть кое-что еще. В этом и заключается цель такого рода пресетов. Для нас нам просто нужно создать что-то искаженное, что-то абстрактное, так что это не имеет значения. Я просто нажму на опцию «Турбулентные». В опции сумма по умолчанию равна 50, и это означает, что нам нужна величина смещения. Если я ее увеличу, она будет смещена больше. Вы можете решить, что вам больше нравится. Прежде всего, давайте установим это так, чтобы мы могли лучше видеть, а также полностью улучшить качество. Мы также можем увеличить размер. Когда мы увеличиваем размер, мы получаем несколько больших форм, в то время как когда мы уменьшаем его, мы получаем больше деталей. Мы получаем эти действительно маленькие волнистые формы. Вам также нужно быть осторожным, чтобы не увеличивать его слишком сильно, потому что когда вы увеличите его, вы увидите эти прозрачные черные фигуры.
Они прозрачные, но прямо здесь они кажутся черными, потому что мы не проверяли этот. Поэтому, если я нажму на него, вы увидите прозрачность, как в Photoshop. Теперь есть это смещение, и как вы можете видеть, оно находится в центре, мы можем видеть эту точку посередине. Сначала давайте уменьшим размер, и вот X, а вот Y, и в зависимости от того, как мы его изменим, эффект смещения изменит положение, с которого начинается искажение. Поэтому давайте изменим Y, чтобы вы могли лучше понять, чтобы вы могли видеть, что он делает. Я меняю букву Y. Мы также можем попробовать смещение X и турбулентности с правой стороны, где мы изменили положение X. Мы можем сделать то же самое, чтобы поместить его на левую сторону. Это не похоже на основной вариант для того, что нам нужно, поэтому мы можем снова поставить его в центр, как это было раньше. И сложность, которую вы можете понять из его названия, мы можем увеличить ее, чтобы мы могли видеть, что она делает. По сути, это делает текстуру более сложной. Даже при такой сложности иногда можно получить такие странные формы, так что давайте снова сделаем один. Теперь мы также можем изменить эволюцию. Вот этот круг, вот количество градусов, а вот количество полных оборотов, которые мы собираемся сделать. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если мы его изменим. Вы можете видеть эту эволюцию смещения, и это основной вариант, который мы собираемся использовать для создания анимации. Давайте пока вернем это значение к нулю, и я собираюсь также изменить их обратно на параметры по умолчанию. Теперь я собираюсь показать вам, как анимировать текстуры, так что, например, мы наложили этот эффект на текстуру, мы также можем увеличить количество. Но если мы нажмем кнопку воспроизведения, нажав пробел на клавиатуре, прямо здесь ничего не произойдет. Смещение статично. Давайте вернемся к началу и увеличим сумму до 50. В принципе, чтобы оживить что-либо, вам нужно нажать на этот значок прямо здесь, который выглядит как часы. Нажмите на него, сделайте его синим, убедитесь, что вы начинаете с самого начала, и параметры, которые вы хотите анимировать, нажмите на них. Я анимирую количество, размер и эволюцию. Также смещение. Я оставлю его таким турбулентным. Теперь мы переходим к последнему кадру. Вот так. Мы перетаскиваем эту синюю линию и помещаем ее на последний кадр, и теперь мы можем изменить количество. Пока мы меняем эту сумму, After Effects подумает, что нам нужно перейти от этой суммы, которая составляла $50, к той сумме, которую мы делаем сейчас. Это оживит все, что находится между ними. Он запомнит все значения суммы. Я тоже могу уменьшить размер. И давайте сделаем эволюцию. Давайте изменим это на то, что нам нравится. Может быть, мы сможем сделать полный оборот, так что давайте сделаем этот 0 и только один оборот. Теперь давайте нажмем кнопку воспроизведения, и вы увидите, что здесь тоже есть отставание. Чтобы исправить это, вы можете увеличить качество с полного до половины, трети или четверти. Конечно, когда мы экспортируем видео, у него не будет этой проблемы с задержкой. Это для предварительного просмотра. Давайте снизим качество вдвое. Я не знаю, видите ли вы, но качество не полное, так что давайте нажмем play, и теперь оно загрузится быстрее, вы сможете увидеть анимацию. Вы также можете включить его на полную мощность. Вам нужно подождать один раз, чтобы он загрузился, и тогда у нас не будет никаких проблем с задержками. Вот как выглядит анимация. Я собираюсь научить вас еще кое-чему, это создавать петлю. Это видео, которое выглядит так, как будто оно никогда не заканчивается. Поэтому оно начинается там, где заканчивается, и заканчивается там, где начинается. Давайте попрактикуемся в этом. Сначала я сниму эти галочки. Мы можем начать другую анимацию. Если вы нажмете кнопку воспроизведения, ничего не произойдет. Давайте перейдем к количеству, размеру и эволюции, и нам нужно помнить об этих ценностях. Прямо сейчас у нас есть количество 50, размер 100, а эволюция 0. Мы можем пойти где-то посередине на этой третьей секунде и давайте изменим количество. Хорошо, я также могу уменьшить размер и увеличить эволюцию. Теперь мы переходим к последнему кадру. Чтобы создать цикл, мы помещаем те же значения в последний кадр, что и в первый кадр. В первом кадре у нас есть 50, 100 и 0. Итак, давайте перейдем к последнему кадру. Поставьте им 50, 100 и 0.
Давайте нажмем кнопку воспроизведения. Как вы можете видеть, у нас есть это циклическое видео, которое выглядит так, как будто оно никогда не заканчивается. Вот как работает эффект турбулентного смещения. Анимация текстур P2. Мы можем попробовать это в другой текстуре. Давайте перейдем в раздел проектов, и здесь у нас есть ресурсы. Давайте попробуем с этим. Я собираюсь перетащить его. И здесь у нас есть эта другая текстура. Я могу нажать на слой ниже, перейти к элементам управления эффектами, выбрать эффект, перейти к редактированию, скопировать, перейти к текстуре сверху. Убедитесь, что вы находитесь на панели управления эффектами, и перейдите в раздел «Редактировать, вставить». Теперь у нас есть все опции, которые мы применили к предыдущей текстуре, поэтому если мы нажмем кнопку воспроизведения, мы увидим анимацию. Это тоже хорошо смотрится с этими цветами. Теперь я собираюсь показать вам другой эффект, чтобы мы могли протестировать его с другой текстурой. Я нажму на эти две стрелки, чтобы перейти на панель проекта, и давайте просто выберем другую текстуру. Я пойду с этим. Просто перетащите его, убедитесь, что он сверху. И чтобы проверить или снять флажок с текстуры, как всегда, это как в Photoshop. Вы можете проверить или снять флажок с этого значка глаза. Хорошо, итак, в следующий раз я зайду в строку поиска и найду Twirl. Это снова находится в группе искажения. Я просто щелкну и перетащу его на текстуру, и ничего не произойдет. Вот какой эффект. В принципе, у нас есть три варианта: угол, радиус поворота, центр поворота. Угол — это эффект искажения, который будет создан в середине. Давайте посмотрим, что он делает, поиграв с ним. Мы можем увеличить его. Мы видим такой круг, который создается посередине, искажая текстуру. И радиус примерно такой же, каким будет этот круг. Если мы увеличим его, то сможем включить больше из текстуры. И в этом случае мы наблюдаем за текстурой ниже. Если мы снимем флажок, это будет просто черный цвет. Мы можем уменьшить его, чтобы не видеть никаких прозрачных областей. И центр вращения у нас есть X и Y. Мы можем изменить это положение, изменив букву Y. Также мы можем изменить это положение, изменив X. Теперь, когда мы знаем, что делает каждый из них, мы можем решить, какая анимация нам нравится. Во-первых, мне просто нужно анимировать ракурс. Я нажму на него, и я смогу перейти к последнему кадру, увеличить этот угол. 1,5 должно быть хорошо. Я также могу нажать на это и сделать это вручную. Радиус вращения я собираюсь уменьшить, потому что я вижу эти черные фигуры, эти прозрачные области. Давайте вернемся к началу и нажмем кнопку воспроизведения. Это такая анимация, которую он делает. Я собираюсь показать вам еще кое-что, что вы можете комбинировать эффекты. Например, в этом случае у нас есть эффект закручивания. Мы можем перейти к предыдущей текстуре и скопировать это турбулентное смещение. Скопируйте и вставьте это прямо сюда, так что теперь у нас есть два эффекта, и вам следует знать, что порядок эффектов имеет значение, потому что вы получаете два разных результата в зависимости от того, как вы их размещаете. Давайте нажмем кнопку воспроизведения и посмотрим, что мы получим. В этом случае мы имеем турбулентное смещение, которое искажает эффект закручивания, потому что оно ниже этого. Если мы положим его сверху, то увидим другую его версию. А также мы можем изменить качество, чтобы оно загружалось быстрее. Теперь мы видим больше эффекта закручивания, его вращения. Исходя из того, что вам нравится, вы можете принять решение о порядке эффектов. Мне больше понравится, если я поставлю это ниже. Давайте остановимся на этой текстуре под номером 4. Я просто перетащу его и удостоверюсь, что он находится поверх других текстур. И следующий эффект, который я вам покажу, называется деформация волны. Эффект заключается в том, что это действует немедленно. Сначала я проверю текстуру ниже, чтобы мы могли видеть прозрачные области, которые она создает из-за этого волнистого эффекта. Прежде чем мы внесем некоторые коррективы, я собираюсь показать вам все его варианты. Итак, здесь у нас есть эффект деформации волны, и первый вариант — это тип волны. Мы можем нажать на него и увидеть все эти предустановки. Если мы перейдем к квадрату, вы увидите эти геометрические квадратные фигуры. Треугольник — мы можем видеть треугольные формы, пилообразные, круговые, полукруглые, некруглые, шумовые и плавные шумовые.
semicircle, uncircle, noise, and smooth. Вы можете You увидеть, can как это see влияет how it на affects текстуру, the и вы можете texture, решить, что and вам you can нравится decide больше. what you like more. Я просто For перейду me, к I'll первому just go варианту, to the который first похож на option, простую форму which is волны. like a simple wave shape. Здесь внизу у Down нас here we есть have the высота wave волны, height ширина and the волны. wave Они не width. требуют They are пояснений. Итак, self-explanatory, высота so волны мы wave можем height, уменьшить we can или decrease увеличить or высоту волны. increase the height of the wave. Если мы If we увеличим его, increase it, очевидно, мы obviously увидим we большую see a волну. bigger wave. То же самое Same касается thing ширины. for the Мы можем width. We увеличить can ширину волны, increase и width of направление в wave. этом случае будет горизонтальным. And the direction, Вы in this можете case, it is видеть направление horizontal. You волны. can see Вы the можете direction изменить of the это, wave. если You хотите. can change it if Скорость you want. волны, поэтому Wave если я speed. нажму So кнопку if I click воспроизведения, play, вы you'll see увидите the скорость speed волны. of Итак, wave. давайте вернемся So let's назад go и back нажмем and кнопку click play. Now воспроизведения. that it Теперь, has когда the у него green есть line, эта it зеленая is линия, loaded. это означает, что он заряжен. Это And настоящая that's the real скорость. speed of it. Если вам это If не you don't like нравится, it, вы можете you can изменить change это it right здесь, here, the скорость wave волны. speed. Мы You can можем increase увеличить it. его. Хорошо, давайте Let's вернемся move к this третьему. back to Вы the third. можете видеть Yeah, you can разницу. see the difference. Или вы можете Or you сделать can это в make 2 the раза noise, медленнее. slower. Теперь у нас есть этот And now вариант we have this закрепления. pinning Это option. важно, It потому is что, используя эту important опцию, мы because by можем using this исправить option эти we can прозрачные fix these области. transparent Если areas. вы If приложите you put его it ко to всем all краям, edges, мы we can увидим, see что он that it охватывает covers все all the области. У areas. вас также You есть also have другие these варианты. other Прямо options. сейчас он Right now охватывает it только левый covers край. only the Вы left можете edge. видеть You can верхний see the край, top правый edge, край, нижний край, right edge, горизонтальный и bottom вертикальный. edge, horizontal and vertical. В этом случае я In this просто case, I just нажимаю на click все these края. edges. Как я уже As I сказал, said, I'm я going to оставлю leave тип the волны wave type таким, as it какой он is. есть. I'm Я going to собираюсь change the изменить wave высоту height, волны, wave ширину width. волны. Я буду анимировать I'm going to направление. animate the Я direction, просто so just нажму на нее, click on перейду it, к концу, и я могу go просто to the изменить end, and количество I can целых just change оборотов. the number of wool Давайте rotations. Let's сделаем make это this 2. 2. Я собираюсь нажать Okay. кнопку около. А скорость And the волны wave я speed, I'm оставлю going to leave равной it 1. 1. Я вернусь к I'll go первому back to кадру the и first также frame, and анимирую I'm also лицо. going to animate the Нажмите на face. Click него, on it, перейдите go to к the last последнему frame, and кадру и make сделайте это this 2. 2. Теперь давайте нажмем кнопку Now let's click play воспроизведения and и see how it looks посмотрим, like. как это выглядит. As you Как can вы see, можете we get these видеть, kind мы of получаем wavy такие shapes. волнистые формы. Я перейду к I'll текстуре go to номер the 5 texture и number выберу 5 эти and шары, удерживая select Ctrl на these balls клавиатуре, by Ctrl плюс holding C. Control Я on the вставлю keyboard, их, нажав Ctrl Ctrl C. плюс I'm V, going или вы to можете paste them by просто clicking перейти к Ctrl V, or you can редактированию, just go to вставить. Edit, Теперь Paste. давайте Now let's нажмем click кнопку play. воспроизведения. Чтобы лучше видеть To see деформацию more the волны, wave warp, я I'm going собираюсь to перетащить drag ее it ниже. below. Вот как Yeah, this работает is how эффект the wave деформации warp волны. effect works. Сейчас я покажу Now I'm вам going to еще show один you эффект, который another искажает effect that текстуру. distorts Давайте texture. перейдем So в let's go to раздел the project проектов. section. Мы можем Pick выбрать другую текстуру. another Я пойду texture. I'll еще go раз с again with этим. this one, actually. Поэтому мы будем So искать we will другой search for эффект. another Этот effect. эффект It's мы an также effect that использовали в we used Photoshop. also Но in разница Photoshop, здесь but в the том, difference here что is мы that we можем can анимировать его в animate After it Effects. in After Это Effects. называется It is called Liquify, и Liquify, оно and again находится it в is группе on the Distort. Distort group. Просто щелкните, Just перетащите click и and drag and поместите put его в to the текстуру. texture. У вас есть You эффект have прямо the здесь, effect right here, инструменты, the параметры, tools, инструменты warp деформации, options, размер brush кисти, size, давление, pressure, like как it was это in было в Photoshop, Photoshop, параметры искажения, distortion сетка options, искажения, distortion смещение mask, сетки distortion искажения и mesh процент offset, искажения. and distortion Итак, percentage. во-первых, So у first нас of all, есть we have the инструменты. tools. Они такие же, They как в are the Photoshop. same as in У вас Photoshop. есть You первый have the инструмент, first который, tool, насколько which я is помню, forward называется warp Forward tool, as Warp far as I Tool из remember from Photoshop. У Photoshop. вас есть эта You штука, have this которая one that создает creates несколько some волнистых wavy форм. shapes, and И the third третий one — это is инструмент drill поворот по часовой стрелке, clockwise а другие tool, инструменты and the other предназначены для tools, разных they are целей. for Поэтому different они нам не purposes, нужны so для we don't создания need them to каких-то create эффектов some искажения. distortion Поэтому нам effects. просто So понадобится basically, этот we will первый just need инструмент this — размер first tool кисти и and the brush давление size and the кисти. brush Размер pressure. кисти, The brush size очевидно, obviously is соответствует the размеру size of круга. the circle. Я могу увеличить I его, think I can а increase давление it, щетки, and the если brush я pressure, увеличу if I его, increase мы it, сможем we получить can более get more заметный visible эффект effect of the разжижения. liquify. Если мы просто If we щелкнем и just click and перетащим, drag, мы we will получим get искаженную a текстуру, distorted но не texture, анимированную. but not Чтобы animated. анимировать To его, animate it, we мы just need нажимаем to на эти параметры click on these искажения,
все три из них, и мы можем оставить процент искажения 100. Мы находимся на первом кадре, мы можем перейти к последнему, и теперь мы можем применить эффект разжижения. Теперь я применил эффект разжижения, мы можем вернуться назад и нажать кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть, как это выглядит. Загрузка занимает некоторое время. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на реальной скорости.
И мы видим переход от обычной текстуры к текстуре, где мы применили эффект разжижения. В этом случае я покажу вам другой эффект. Дело не в искажении изображения, а в цветах. Это называется колорама. Это находится в группе цветокоррекции, и я просто щелкну и перетащу его в текстуру. Мы видим, что цвета сразу же меняются. Мы можем видеть все варианты эффекта. В принципе, чтобы изменить цвета, нам просто нужно поиграть с этим выходным циклом, поэтому мы переходим к этой стрелке. И вы можете видеть, что цвета меняются из-за этого выходного цикла со всеми этими цветами. У вас здесь тоже есть несколько предустановок. Вы можете изменить его на рагб, и вы увидите, что цвета здесь меняются, потому что цвета в этом выходном цикле изменились. Я могу выбирать разные пресеты. Что я обычно делаю, так это просто использую этот цикл оттенков и меняю цвета здесь вручную. Например, я могу перейти к этому красному треугольнику, дважды щелкнуть по нему и изменить цвет на тот, который мне нравится. Я могу выбрать этот розовый цвет, я могу сделать его светлее, нажать кнопку ОК, и таким образом я могу изменить все цвета. Я собираюсь изменить этот зеленый цвет. В данном случае это субъективно, поэтому вы можете выбрать цвета, которые вам нравятся. Теперь, что вы можете сделать, это изменить положение треугольников, если хотите, так что вы можете нажать на этот треугольник и изменить его положение. Но сначала я перейду куда-нибудь прямо сюда, в середину временной шкалы, чтобы мы могли увидеть искаженную текстуру и определиться с цветами. Хотя у нас здесь 6 цветов, мы можем видеть только синие цвета, светло-голубой, темно-синий и фиолетовый. Чтобы исправить это, мы можем поработать с повторениями этого цикла, а затем мы также можем изменить положение этих треугольников. И прежде чем я его оживлю, я покажу вам, что это делает. Итак, мы можем изменить это с 1 на, может быть, 3 или 4. И вы можете видеть, что это делает. Давайте увеличим изображение. Чем больше мы его увеличиваем, тем больше цветов мы видим, и это становится все более странным. Итак, исходя из того, что нам нравится, мы можем принять решение о повторении цикла. Итак, давайте сначала сделаем его одним, а теперь я оживлю его, просто нажав на этот значок. Давайте перейдем к последнему кадру. Я собираюсь увеличить его. Я думаю, что 10 — это нормально. Теперь, если вы хотите, вы всегда можете изменить положение треугольников. Посмотрите, как это влияет на картину. Вы получаете эту разную комбинацию цветов, но лично мне она нравится такой, какая она есть. Я ничего не буду в этом менять. Я вернусь к первому кадру и могу нажать кнопку воспроизведения, чтобы увидеть анимацию. Загрузка занимает некоторое время. Хорошо, теперь мы можем увидеть, как это выглядит в реальном времени, и мы получаем эту красочную, захватывающую анимацию, которая мне очень нравится. Вот как мы можем анимировать текстуры, которые у нас уже есть в After Effects. Но я хотел бы показать вам, как также создавать их с нуля. Создание анимированных текстур с нуля. В этом уроке мы будем создавать текстуры с нуля, используя твердые тела, различные эффекты и цвета. Также мы экспортируем эти анимированные текстуры, чтобы использовать их в качестве ресурсов для наших проектов. Сейчас мы работаем над одним и тем же проектом, и я создам новую композицию, так что для этого мы можем перейти к композиции, новой композиции. Опять же, у нас есть размер, частота кадров, продолжительность. Давайте изменим название на создание текстур. Я нажму кнопку ОК. Теперь нам не нужно перетаскивать сюда какие-либо текстуры, потому что мы собираемся их сгенерировать. Мы можем перейти к этой панели прямо здесь, где мы перетаскиваем слои, и я щелкну правой кнопкой мыши «Новый сплошной», и у нас будет размер, соответствующий размеру композиции. У нас есть цвет, мы можем сделать его черным, хотя это не имеет значения. Я нажму ОК. Он создал новый слой, который представляет собой просто этот черный фон. На этом слое мы собираемся применить эффект для создания текстур. Это называется фрактальный шум, поэтому мы перейдем к настройкам эффектов и пресетов. Это принадлежит группе шум и зерно. Я перетащу его и положу на это черное твердое тело. Это текстура, которая генерируется. На панели управления эффектами у нас есть
есть фрактальный шум и все его опции. Это черно-белое изображение, но это не проблема, потому что позже мы собираемся применить эффект колорамы. Мы можем сначала рассмотреть эти варианты, а затем сосредоточиться на том, который нам больше всего нужен. Первый — это фрактальный тип и тип шума. Если мы нажмем на фрактальный тип, мы сможем увидеть все эти варианты, начиная с базового. Мы можем проверить их все и посмотреть, какие текстуры мы получим, но основываясь на формах, которые вам нравятся, вы можете выбрать любую из них. Может быть, я могу пойти с этим, потому что у него такие волнистые формы. У нас есть тип шума, то же самое. Вы можете использовать блок, чтобы получить эти квадратные формы. Я могу выбрать эту мягкую линейку, она выглядит красиво. Теперь у нас есть контраст и яркость. Также инвертированный цвет, который в основном инвертирует цвета. Сложность заключается в количестве цветов. Конечно, это серый цвет, поэтому в нем в основном черно-белые цвета, но разных оттенков, и мы хотим упростить это, изменив сложность. Сначала давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если мы увеличим его. Мы можем видеть все эти детали, когда увеличиваем сложность. Я собираюсь сделать это, я думаю. Мне нравятся эти плавные формы, которые выглядят немного размытыми. Теперь я могу поиграть с яркостью и контрастностью, чтобы упростить ее еще больше. Я могу увеличить контрастность, посмотреть, что я могу сделать с яркостью. Теперь у нас есть трансформация. Вращение, масштабирование и смещение турбулентности. Вы можете изменить их, но это не будет иметь большого значения, потому что нам просто нужна абстрактная форма. Что касается опции масштабирования, если вам не нравятся эти многочисленные детали, вы можете увеличить масштаб. А смещенная турбулентность X и Y, вы можете изменить ее, если хотите, если вам нравится определенная область текстуры. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, мы увидим, что это статическая текстура. Один из способов оживить это — изменить эволюцию, как мы сделали с Turbulent Displays. Я собираюсь нажать на нее, чтобы запустить ключевой кадр и перейти к последнему кадру, и я могу сделать примерно 2 полных оборота. Я собираюсь нажать кнопку воспроизведения и посмотреть, как это выглядит. Это одна анимация, одна текстура, которую мы сгенерировали и анимировали. Я перейду к редактированию, копированию, сначала обязательно проверю это, отредактирую, вставлю, и у нас будет этот другой слой. Мы можем переименовать это. Щелкните правой кнопкой мыши, переименуйте ОК, сгенерированная текстура 1. Давайте назовем эту текстуру 2. Я собираюсь снять галочку с нижнего слоя. Теперь мы можем изменить тип фрактала и тип шума. Итак, давайте перейдем к фрактальному типу и переведем его в режим турбулентного сглаживания, не по какой-то конкретной причине, а просто для того, чтобы получить другую версию. Теперь мы можем перейти к типу шума. Давайте выберем сплайн, и мы получим что-то отличное от предыдущего. Мы можем снять флажок, чтобы увидеть разницу. И мы можем начать играть с такими настройками, как контрастность и яркость. Вы можете перейти к преобразованию и уменьшить его масштаб. Я не собираюсь менять эволюцию, потому что она уже анимирована. Давайте нажмем кнопку воспроизведения. Давайте сделаем еще одну копию этого. Отредактируйте, скопируйте, отредактируйте, вставьте. Он автоматически переименовывается в текстуру 3. Давайте попробуем что-нибудь еще с этим фрактальным типом. Мы можем перейти к динамике. Я просто оставлю это как сплайн, и теперь я могу поиграть с контрастом и яркостью. Я пойду в трансформ, чтобы уменьшить масштаб. Хорошо, давайте нажмем кнопку воспроизведения. Теперь у нас есть все эти текстуры, которые мы сгенерировали, нам просто нужно изменить цвета. Чтобы изменить цвета с черно-белого на что-то красочное, мы будем использовать эффект колорамы, поэтому мы можем перейти к эффектам и предустановкам и выполнить поиск колорамы. Я могу перетащить его и поместить в элементы управления эффектами, поэтому я наложу его на эту текстуру. Нам нужно убедиться, что он находится под фрактальным шумом, потому что если вы положите его поверх него, он останется черно-белым. Давайте опустим это ниже. Теперь снова, как мы делали раньше, я перейду к выходному циклу. Я собираюсь изменить цвета выходного цикла, а затем анимировать повторение цикла. Я изменю этот красный цвет на фиолетовый, а также на зеленый, я нажму ОК, и мы сможем увидеть, как это влияет на текстуру. Конечно, мы можем изменить расположение этих цветов. Я посмотрю, как это будет выглядеть, если я положу сверху синее. Я собираюсь оставить все как есть. Теперь мне нужно изменить цикл повторений.
Поэтому я просто нажму на него и перейду к последнему кадру. Я не буду увеличивать его слишком сильно, потому что мы получаем все эти детали, и я думаю, что 5 должно быть достаточно. Я могу просто скопировать этот эффект, чтобы я мог щелкнуть по нему, отредактировать, скопировать и вставить его в обе другие текстуры. Убедитесь, что он находится ниже эффекта фрактального шума, и я собираюсь нажать кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть, как выглядит третий. И давайте посмотрим также на другие текстуры, сняв галочку с первой. И давайте тоже посмотрим на первый. Прежде всего, я собираюсь спасти проект. Хотя мы увидим это позже, для продолжения мне нужно экспортировать эти анимации. Мы кратко рассмотрим, как работает инструмент экспорта. Я начну с первого, поэтому я перейду к файлу «Экспорту». Нам нужно перейти к этому первому варианту, добавить в очередь Adobe Media Encoder, что вам нужно знать об этом. Так, это то, что здесь вы получаете все проекты, которые вы можете экспортировать. Вот проекты, которые я недавно экспортировал. Хорошо, теперь, когда у нас есть это на правой стороне, в основном у нас есть очередь запуска и очередь остановки, которые нам нужно использовать при запуске рендеринга. Прежде всего, нам нужно нажать на этот источник совпадения, высокий битрейт. Вот все настройки экспорта, так что я собираюсь увеличить это. Сначала мы увидим формат и предустановку. Для пресета в основном у вас разные размеры и разрешения. Например, если вы хотите экспортировать его для YouTube, у вас есть эти пресеты, но я рассмотрю их позже. На данный момент нам просто нужно экспортировать их в видеоформата MP4. В разделе «Формат» выберите этот H264 – это имя вывода. Это означает, что мы можем выбрать папку, в которую мы собираемся ее сохранить, поэтому я собираюсь нажать на нее. Давайте назовем это имя, давайте назовем это просто 1. Я собираюсь нажать кнопку «Сохранить». Вот у вас есть это эффекты, видео, аудио, мультиплексор, подписи и публикация. Я просто нажимаю на раздел «Видео» и работаю с опциями здесь. Здесь у нас есть ширина и высота, я оставлю как есть, а также частота кадров, порядок полей, аспект, потому что они определяются при создании композиции. Единственное, о чем вам нужно беспокоиться в этом случае, это изменить битрейт. Чем больше вы его увеличиваете, тем больше вы повышаете качество, но я бы посоветовал выбрать что-то вроде 30, этого достаточно. Да, теперь нам просто нужно нажать кнопку «Около». Вот папка, которую мы собираемся сохранить. Он готов к рендерингу, поэтому нам нужно нажать на эту стартовую очередь. Он начнет визуализироваться. Пока эта композиция рендерится, я перейду к предыдущей композиции. Вы можете увидеть их здесь. Это генерирующие текстуры, а это композиция, в которой я анимировал текстуры, которые мы создали в Photoshop. Я буду продолжать делать то же самое, чтобы экспортировать некоторые из них. Теперь у нас есть готовые текстуры, поэтому на следующем уроке я продемонстрирую свои любимые эффекты, чтобы добиться эффектного вида. Демонстрация различных 3D анимаций P1. В этом уроке мы рассмотрим мои любимые эффекты для создания абстрактной анимации. Я покажу вам, какие настройки я хотел бы изменить, чтобы добиться нужного мне стиля. Я узнаю, что мне нравится, когда увижу это, так что давайте исследуем. Теперь мы собираемся открыть текстуры, которые мы только что экспортировали из After Effects. Поэтому я собираюсь дважды щелкнуть по разделу проекта и выбрать все эти файлы. Я собираюсь импортировать их. Это анимация, которую мы импортировали из After Effects. Теперь я могу использовать любой из них, чтобы показать вам первый эффект. Сначала я создам новую композицию. Я буду использовать разрешение HD, частоту кадров 30, и давайте сделаем длительность 6 секунд, как мы делали со всеми другими анимациями. Я нажму ОК. Я остановлюсь на этом номер 5. Я перенесу это в эту новую композицию. Я щелкну правой кнопкой мыши и перейду к настройкам композиции. Я могу переименовать это. Я ввел название эффекта и то, что он делает, поэтому я нажму кнопку «Около». Теперь я собираюсь повторить это. Скопируйте, отредактируйте, вставьте.
Мы сможем увидеть разницу позже. Я сниму галочку с нижнего слоя. Я проверю эффекты и пресеты, поищу Cardance. Это находится в группе моделирования. Я просто перетащу его и применю к этому слою. Здесь мы имеем примененный эффект. Вы же видите, что ничего не происходит. Текстура остается прежней. Этот эффект создаст некоторую глубину этой текстуры. Это будет выглядеть как 3D-анимированная текстура. Для применения этого эффекта нам нужна камера. Для этого я просто перейду на эту панель, щелкну правой кнопкой мыши «Создать камера», и весь смысл в том, чтобы иметь новую камеру, которую мы можем использовать. Нам больше ничего не нужно менять. Я просто нажму ОК. Здесь у нас есть новый слой, который представляет собой камеру. Теперь давайте еще раз щелкнем по слою, к которому мы применили эффект. Здесь у вас есть все варианты, но первое, что нам нужно сделать, это изменить систему камер. Нам нужно перейти к этой компьютерной камере, использовать камеру, которую мы только что создали, и мы все равно можем видеть, что ничего не происходит. Это потому, что нам нужно перейти к этому градиентному слою и выбрать слой, к которому мы хотим применить эффект. В данном случае нам нужно применить его к этому человеку. Я нажму на нее. Теперь эффект уже применен, но мы не можем видеть, потому что нам нужно разделить это на разные формы и разные квадраты. У нас есть позиции X, Y и Z. Чтобы увидеть глубину чего-то, нам нужно изменить положение Z, поэтому я открою его. Нам нужно изменить источник SNet на интенсивность 1. Теперь мы видим, что он разделен на разные прямоугольные формы. Количество фигур зависит от количества строк и столбцов. Если мы хотим видеть больше прямоугольных форм, нам нужно увеличить количество строк и столбцов. Мы можем увеличить их таким образом, и вы можете видеть, что ряды начинают увеличиваться. Я могу сделать то же самое для колонок. Обычно я стараюсь, чтобы они выглядели как маленькие квадратики, как пиксели. Обычно я принимаю решение, просто посмотрев видео, так что пока я оставлю все как есть. Я хочу создать еще немного пространства между этими квадратами. Итак, если вы увеличите масштаб, иногда они сливаются вместе. Чтобы исправить это, нам нужно переключить опцию масштабирования на масштаб X и Y и изменить смещение. Это означает, что вы меняете положение этих квадратов по отношению к другим квадратам. Мы не можем уменьшить его, и они становятся меньше. Это изменило только букву X, так что теперь нам нужно изменить и букву Y. Обычно я ставлю одно и то же число, так что оно симметрично. Я снова поставлю 0,7 на смещение. Таким образом мы создаем больше пространства между этими квадратами. Теперь давайте нажмем кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть, как это выглядит. Итак, вы можете видеть, как все эти квадраты движутся, как пиксельные фигуры. Так вот в чем суть того, как это работает. Вы можете поиграть со всеми вариантами, и вот что мы сейчас сделаем, чтобы мы могли решить, что нам нравится больше. Мы поиграем с позицией, вращением и масштабом. Мы можем перейти на позицию X. Если мы хотим исказить положение X, то положение X должно быть слева направо. Мы можем пойти к источнику и перевести его на интенсивность 1. И как вы можете видеть, это искажено. Вы можете изменить множитель, чтобы исказить его еще больше. И вы также можете использовать это как переход. Но это не то, что я пытаюсь сделать сейчас. Я изложу все так, как оно было. То же самое для смещения, как мы делали раньше. Меняет положение слева направо или наоборот. Я хочу, чтобы он был в центре, поэтому я установлю смещение равным нулю. Вы можете пойти и попробовать все эти варианты, такие как интенсивность 1, красный, зеленый, синий и так далее. У каждого из них есть определенный тип искажения, но в данном случае я просто меняю положение Z. Я оставлю X и Y прежними. Итак, если мы перейдем к позиции Y, вы можете перейти к источнику и установить его интенсивность 1, и по логике вещей он должен искажаться сверху вниз, потому что это позиция Y. Так что давайте попробуем. Это искажение сверху вниз, и чтобы исказить его сильнее, вы можете увеличить множитель, а чтобы изменить положение снизу вверх, вы можете изменить смещение. Я отменю это.
И если вы хотите попробовать другой вид искажения, вы можете использовать другой вариант из источника. Я просто верну его на нет. В позиции Z мы уже включили это в интенсивность 1, потому что мы хотим, чтобы это создавало 3D-эффект. Для этого нам нужно было изменить положение Z, чтобы придать текстуре некоторую глубину. Если мы изменим множитель по логике вещей, это должно создать немного больше глубины, так что давайте попробуем. Да, как вы можете видеть, мы можем войти в эти квадраты. И если мы уменьшим его, мы увидим, что он становится меньше. Хорошо, давайте вернемся к одному. Мы также можем изменить смещение, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Верните его на 0. Теперь мы поиграли с позицией, мы видим ротацию. То же самое мы можем изменить источник. Мы можем перевести его на интенсивность 1. Теперь давайте изменим множитель. Вы можете видеть, когда мы устанавливаем источник на интенсивность 1, квадратные формы поворачиваются. Давайте вернемся к нулю, чтобы вы могли увидеть разницу. Обратите внимание на эти квадраты. Вы можете видеть, что они вращаются. Теперь мы можем изменить множитель, чтобы вращать их больше, и, конечно же, смещение. Еще раз повторяю, я верну все как было, и я верну это ни к чему. Я могу перейти к повороту X, и я переведу источник из нет в интенсивность, и вы увидите, что они все еще вращаются в другом положении по сравнению с предыдущим. Хорошо, вы также можете изменить смещение. Попробуйте разные источники, чтобы получить разные результаты, но основная идея заключается в том, что квадраты будут вращаться. Теперь я собираюсь это отменить. И то же самое для Z-ротации. Давайте изменим множитель. Да, вы можете видеть, как они вращаются. Я увеличу изображение, чтобы вам было лучше видно. Давайте разберемся с этим по полной. Одна вещь, которую вам нужно помнить, это то, что вы можете анимировать все эти движения. Теперь у нас есть шкала X. Мы можем изменить множитель. Как вы можете видеть, они становятся больше только в левом или правом положении, потому что это шкала X. То же самое касается смещения. Вы получите этот участок квадрата. Я отменю это. Еще раз. Теперь давайте еще раз посмотрим, как выглядит анимация. Что-то еще, что вы можете сделать, это объединить это с текстурой, где мы не применяли никаких эффектов, поэтому я проверю это, и мы сможем увидеть, как это выглядит. Это выглядит очень красиво с этими квадратными формами, так что у вас также есть это в качестве опции. Теперь я сохраню проект и создам новую композицию. Я назову это Меркурием. Я оставлю размер таким, какой он есть, а также продолжительность. Я нажму кнопку ОК. А теперь я покажу вам еще один эффект, который вы можете применить к этим текстурам. Я пойду в проектную секцию. Давайте начнем с этого. Я вытащу его и применю. Да, это анимация, которую я буду использовать. И так, как всегда, я скопирую это и вставлю, чтобы у нас была копия этой текстуры. Таким образом, мы сможем увидеть разницу после того, как я применю эффект. Поэтому я сниму галочку со слоя ниже и сразу же покажу вам эффект, который я применю. Это называется CC Mister Mercury. Это тот самый. Я просто перетащу его и применю к слою, и вы увидите, что он стал черным. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, давайте посмотрим, какую анимацию мы получим. Как вы можете видеть, в нем использовалась текстура, которую мы создали раньше, чтобы получить такую анимацию, такой вид падающей жидкости. Это тот эффект, который применяется. Здесь все варианты. Все начинается с черного экрана, поэтому, чтобы увидеть больше того, что мы изменим, нам нужно просто немного подвинуться. Давайте перейдем ко второму номеру 2, и я покажу вам, что делает каждый из них. Во-первых, это радиус X и радиус Y. В основном то, что он делает, это изменяет ширину или высоту этой жидкости.
Как вы можете видеть прямо здесь, это больше похоже на центр. Если мы хотим покрыть левую и правую части, нам нужно изменить X. Давайте увеличим его, и как вы можете видеть, он больше покрывает левую и правую части. Теперь есть радиус Y. Мы можем увеличить его, и мы видим, что он больше покрывает верхнюю и нижнюю части. Я собираюсь снова нажать кнопку воспроизведения. Теперь это выглядит намного лучше, потому что охватывает всю композицию. Сейчас продюсер прямо здесь находится примерно в центре анимации. Центр — это вот эта область, прямо здесь. Если вы хотите изменить это, вы можете изменить X и Y прямо здесь. Вот если вы хотите положить его на правую сторону. Вот если вы хотите поставить его слева. Давайте вернем все как было. Чтобы расположить его сверху или снизу, мы можем изменить букву Y. Я не думаю, что в этом есть необходимость, поэтому я отменю это. Теперь у нас есть направление с помощью этого параметра угла окружности прямо здесь. Как вы можете видеть, он выполняет это вращение пузырьковых форм. Я собираюсь вернуть все как было. Теперь у нас есть скорость. Это означает скорость анимации. Это скорость падения пузырьков. Давайте сделаем это 4, чтобы мы могли видеть разницу. Как вы можете видеть, теперь они движутся быстрее. Я верну его одному. Уровень рождаемости зависит от того, насколько большими должны быть эти пузыри, как быстро они растут. Если мы увеличим рождаемость, мы увидим, что они станут больше. Давайте начнем с самого начала. Как вы можете видеть, они становятся больше, исходя из значения, которое мы придаем прямо здесь уровню рождаемости. Я собираюсь вернуть его к одному. Теперь у нас есть другой вариант долголетия. Давайте посмотрим, что он делает. Мы можем уменьшить его и увеличить. Как вы можете видеть, когда мы увеличиваем его, мы видим, что пузырьки меньше, и мы находимся на этой второй позиции 1. Давайте нажмем кнопку воспроизведения, и мы увидим, что фигуры становятся еще больше, но им нужно еще немного времени. И мы видим, что некоторые маленькие фигуры тоже становятся больше. Есть несколько пузырьков, которые генерируются, начиная с очень маленьких форм, а затем они становятся больше. Если мы отменим это и снова нажмем кнопку воспроизведения, мы увидим, что эти фигуры увеличиваются быстрее. Проще говоря, оба этих варианта рождаемости и продолжительность жизни связаны с увеличением размера пузырей. Теперь у нас есть гравитация. То, что делает гравитация, как и в реальной жизни, это опускает предметы вниз. Это заставляет их падать. В этом случае мы видим, что пузырьки падают, потому что сила тяжести равна единице. Если мы сделаем это равным нулю, они должны просто плавать. Они просто плавают вокруг. Если мы сделаем его отрицательным, они должны подняться. Они поднимаются, потому что гравитация отрицательная. Обычно мне нравятся варианты, когда пузырьки всплывают. Вот почему я установлю гравитацию на 0. Теперь у нас есть сопротивление. Давайте увеличим его и посмотрим, как это повлияет на пузырьки. Очевидно, что это предотвращает реакцию пузырьков друг с другом, поэтому увеличивает сопротивление между ними. Если мы это отменим, они будут плавно взаимодействовать друг с другом. Теперь есть эта дополнительная опция, но всякий раз, когда я ее использую, я не вижу, что она делает. Мы можем оставить все как есть, и не имеет значения, что мы будем делать. Теперь мы можем перейти к этим предустановкам, к опции анимации. У него есть эти предустановки. У каждого из них есть свое название, например, Fractal Explosive, Twirl, Twirly, Vortex Fire и так далее. Они представляют определенный тип движения пузырьков. Мы наблюдаем взрывную анимацию. Если мы перейдем к Twirly, давайте нажмем Play и посмотрим, как это выглядит. У каждого из них есть определенный тип движения. Это вихрь, он поднимается. Давайте посмотрим на огонь. Я бы просто использовал первое взрывчатое вещество. Мне нравятся эти взрывающиеся анимации, поэтому я остановлюсь на этой. Теперь у нас есть это влияние Blab, и оно составляет 100%. Это не может быть выше. Если мы уменьшим его, пузырьки станут меньше.
Они отделятся друг от друга. Они не слишком сильно реагируют друг на друга. Я верну это на 100%. И у вас также есть какие-то пресеты, на которые я на самом деле не трачу слишком много времени, потому что это абстрактные формы. И не имеет большого значения, является ли это blop-in или blop-out. Но если вы хотите, вы можете проверить все это и решить, что вам нравится больше. Давайте попробуем последнее. Я просто выберу вариант по умолчанию. Теперь у нас есть размер этой капли при рождении и размер капли при смерти. Это похоже на вариант с коэффициентом рождаемости. Если вы хотите увеличить размер пузыря, вы можете увеличить этот, чтобы они реагировали друг на друга. Давайте попробуем Blop Des Size 2, и он делает что-то похожее. Если мы увеличим его слишком сильно, то получим оригинальную анимацию. Я оставлю все как есть. Теперь у нас есть свет и затенение. Как вы можете видеть, это выглядит как трехмерная фигура. Я имею в виду, что в нем есть некоторая глубина, некоторый свет и некоторая тень. Используя свет и затенение, мы можем сделать его темнее, мы можем сделать его более блестящим. Также мы можем изменить светлый цвет, если хотим, чтобы определенный цвет был нанесен на всю текстуру. Например, давайте выберем что-нибудь вроде розового. Я нажму кнопку ОК. Если мы увеличим интенсивность цвета, вы увидите, что цвет цвета влияет на всю текстуру эффекта ртути, но я собираюсь отменить это, чтобы оставить все как есть. У нас тоже есть высота света. Давайте посмотрим на это отражение прямо здесь. Если мы изменим высоту освещения, мы увидим, что положение отражения изменится. У вас также есть направление прямо здесь, которое вы можете изменить. И опять же мы можем видеть, что положение света меняется, когда я меняю направление света. То же самое касается затенения. Мы можем сделать это темнее. Мы можем изменить диффузию. Это не слишком много отражает. Мы видим разницу. И то же самое для другого варианта. Давайте сначала уменьшим свет. Когда я уменьшаю зеркальное отражение, оно удаляет это отражение. Хорошо, поэтому я отменю, чтобы вернуть все как было. Вот как работает эффект Меркурия. Демонстрирую различные трипи анимационные ролики. Вторая, создам новую композицию, чтобы показать вам третий эффект. Хорошо, так вот как называется эффект. Я нажму кнопку ОК. Я пойду со вторым, я просто потащу его. Также в случае, если это не соответствует нашей композиции, допустим, мы поместим это так, мы можем перейти к слою, перейти к преобразованию и перейти к подгонке композиции. А теперь я покажу вам эффект, который мы собираемся использовать. Я просто поищу его, и он находится прямо здесь, под группой Stylize CC Kaleido. Речь идет об эффекте калейдоскопа. Я просто перетащу его и применю к этому слою. Я собираюсь снять этот флажок, чтобы мы могли снова увидеть, как анимируется текстура. Когда мы применяем этот эффект, мы получаем эти геометрические фигуры. Давайте посмотрим, как это выглядит, когда оно анимировано. У нас есть этот эффект сакральной геометрии. У нас не так много вариантов, с которыми мы могли бы поиграть, как с CC Mercury. У нас есть центр-размер, зеркальное отображение и вращение. Вот центр, который представляет собой этот круг прямо здесь. Вы можете изменить букву Y и посмотреть, как она реагирует, а также посмотреть, как она выглядит, когда я меняю букву X. Это также зависит от того, какую текстуру вы используете для этого эффекта. У нас также есть размер в этом случае. Мы видим 15 из этих основных фигур. Если мы увеличим размер, вы увидите, как эти формы становятся больше, и в определенный момент они как бы сольются друг с другом. Это тот эффект, который вы получаете. Конечно, вы можете поставить определенное число, которое вам нравится. Если мы уменьшим его, мы увидим больше этих фигур, но вы можете найти золотую середину. Может быть, вот этот прямо здесь. И прежде чем я покажу вам эффект зеркального отражения, у нас
нас также есть вращение, и оно вращает эти геометрические фигуры. Если мы увеличим его, мы сможем увидеть вращение, которое он совершает. Я собираюсь отменить это. В опции зеркального отображения у вас есть все эти предустановки, которые вы можете использовать. Лично этот звездный вариант мой любимый. И вы можете видеть, какой эффект это производит. Это создает эти цветы. Вы можете попробовать все это. Мы можем начать с разворачивания, посмотреть, какой эффект это произведет. Мы можем попробовать колесо, и оно создает такие квадраты. Как я уже сказал, мой любимый звездный, но есть еще и цветок. Трудно дать определенные объяснения каждому из них, потому что они создают геометрические формы. Но мне не нравятся эти разделения, где мы видим квадраты. Мне больше нравятся варианты, где мы видим, как они сочетаются друг с другом. Вот почему я показал вам свои любимые. Вы можете сделать что-то еще, кроме работы с размером, поворотом и центром. Конечно, вы можете анимировать все это, чтобы дублировать это. Так что давайте нажмем Ctrl+D, чтобы убедиться, что эффект проверен. Теперь у нас есть два эффекта, и мы можем изменить зеркальное отображение на давайте выберем звездный, и вы увидите более детализированную геометрическую форму. И мы можем анимировать определенные параметры для каждого из них. Например, мы можем анимировать размер. Давайте дойдем до конца, увеличим размер на втором. Я могу анимировать вращение. Я просто сделаю полный оборот. Давайте нажмем кнопку воспроизведения. Это всего лишь одна из возможностей. Мы можем повторить это снова, нажав Ctrl+D, и из Starlish я могу перейти к опции Flower, а также анимировать размер. Я пытаюсь сказать, что возможности прямо здесь безграничны с этими эффектами. Я собираюсь показать вам еще одну вещь, которую вы можете сделать, используя эффект ртути. Я создам новую композицию и назову ее Mercury Text. Я нажму кнопку ОК, и я покажу вам, как применить текстуру к тексту и как сделать его абстрактным, используя эффект ртути. Прежде всего, нам нужно создать текст. Для этого мы можем использовать инструменты, которые находятся прямо здесь. Мы видим типовой инструмент. Если вы этого не видите, вы можете просто зайти в окно и убедиться, что опция Tools установлена. Когда мы нажимаем на него, мы видим персонажа прямо здесь. Итак, у нас есть шрифт, мы можем изменить шрифт, как захотим. Мы можем сделать это жирным шрифтом, курсивом и так далее. У вас тоже есть цвета прямо здесь, в данном случае это желтый. Этот квадрат прямо здесь с красной линией, это цвет обводки, прямо здесь размер шрифта, прямо здесь пространство между строками, а прямо здесь у нас есть пространство между буквами. Давайте просто нажмем и наберем что-нибудь вроде аннотация. Я выберу его, цвет на самом деле не имеет значения, но давайте просто поставим белый. Теперь я буду использовать шрифт Futura, и чтобы сделать все буквы заглавными, мы можем просто щелкнуть по этому значку прямо здесь, все заглавные буквы. Нужен только один цвет, белый, хотя, как я уже сказал, это не имеет значения. Нам нужно увеличить его размер. Я собираюсь увеличить его прямо здесь. Если вы хотите изменить интервал между буквами, вы можете использовать эту и поместить ее в центр. Мы можем перейти к этой опции выравнивания, и нам нужно выровнять ее по горизонтали, а также выровнять по вертикали, и мы видим, что теперь она находится в центре. Теперь, когда я создал текст, мне нужно нанести на него текстуру. Итак, давайте перейдем в раздел проекта, и я перетащу эту текстуру поверх нее. Теперь, чтобы применить текстуру к тексту, нам нужно поместить текстуру под текстовым слоем, чтобы она выглядела так. И нам нужно перейти к этой опции прямо здесь, где написано «нет». И из No Track Matte нам нужно перевести его в Alpha Matte. И это означает, что это будет применено к тексту выше, к его форме, как вы можете видеть. Вы также можете попробовать другие. Это применяется ко всему пространству, за исключением того, что пространство — это форма текста. В данном случае давайте просто используем этот альфа-матовый. И в случае, если вы этого не видите, вы можете просто перейти к этой опции, развернув или свернув панель управления передачей. Таким образом, вы можете увидеть это и получить этот эффект. Автоматически верхний слой будет снят, или просто оставьте все как есть. Если вы проверите это, вы увидите белый цвет. Давайте снимем это. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, мы увидим анимацию, которая воспроизводится внутри формы текста. Теперь я хочу применить
применить эффект ртути к этому тексту, но у нас есть два слоя. Чтобы исправить это, мы можем выбрать их оба, удерживая Ctrl и щелкая правой кнопкой мыши, нажмите на эту предварительную композицию. Это похоже на объединение всех слоев в группу, как в Photoshop, и я просто оставлю их такими, какие они есть, и нажму ОК. Теперь у нас есть это как один слой, и он по-прежнему имеет ту же длину, что и композиция. Итак, давайте перейдем к настройкам эффектов и пресетов, и я снова буду искать Mercury. Я просто перетащу его. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, мы получим такую анимацию. В основном то, что нам нужно сделать сейчас, это изменить параметры, чтобы текст был читабельным, но в то же время абстрактным. Прямо сейчас у нас есть все эти варианты. И нет такой формулы, в которой мы могли бы просто поместить сюда определенные цифры и сделать так, чтобы это выглядело читабельно, одновременно искажая его. Но мы можем просмотреть каждый из них, например, радиус X и радиус Y. Как мы уже говорили, это делается для того, чтобы получить больше анимации слева, справа, сверху и снизу, чтобы мы могли увеличить ее, чтобы она покрывала больше текста. Этого должно быть достаточно, потому что текст расположен прямо здесь, в центре. Нам не нужно менять продюсера или режиссуру. Скорость не имеет значения. Когда речь заходит о рождаемости, речь идет о том, насколько большими становятся пузыри. Теперь нам нужно это изменить, потому что, чтобы сделать это читабельным, нам нужны большие пузырьки, поэтому давайте увеличим его. И чем больше мы его увеличиваем, тем больше мы видим текст. Давайте снова нажмем кнопку воспроизведения. Мы начинаем видеть текст. Это самый важный способ сделать тексты читабельными. Теперь нам нужно также уменьшить скорость, чтобы зафиксировать, что мы можем сделать 0,5. Нет необходимости работать с сопротивлением или всеми этими вариантами. Я могу просто попробовать изменить размер рождения блоба и размер глубины. Как вы видели, это три основных варианта: коэффициент рождаемости, размер капли при рождении и размер глубины. Это те варианты, которые действительно дают читаемый текст, хотя он также является абстрактным. И обычно то, что я делаю, когда создаю подобные анимации, это накладываю сетчатый фон, так что это то, что я собираюсь сделать сейчас. Я перейду на эту панель, щелкните правой кнопкой мыши «Новый твердый». Цвет не имеет значения. Я нажму ОК. Теперь я расскажу об этом ниже, об эффектах и предустановках. Я могу просто найти грид, и он находится в группе Generate. Я применю его, и он сразу же создаст эту сетку, но нам нужно сделать эти квадраты меньше. Для этого мы можем пойти в угол, поменять X и Y. Давайте изменим также букву Y. И обычно я стараюсь делать их в виде квадратов. Теперь граница примерно такого же размера, как линия. Я сделаю их один, а цвет я собираюсь сделать темнее. Мне нужно сделать квадраты меньше, поэтому я уменьшу X и Y. Теперь на сетке все выглядит лучше. И если вы хотите, вы можете просто скопировать это и перейти к Mercury, вставить его, и давайте просто поместим его на задний план. И здесь тоже красиво смотрится. Теперь мы закончили подготовку наших активов, мы будем использовать их в 3 изображениях наших заключительных проектов. Давайте перейдем к следующему шагу и создадим эти анимации. Создание первой светящейся анимации Trippy. В этом уроке я покажу вам, как создать нашу первую анимацию, используя силуэты и светящуюся текстуру. Теперь я собираюсь открыть After Effects. Мы можем перейти к первой анимации. Я пойду в проектную комиссию. Я дважды щелкну по нему и открою ресурсы, которые нам нужны для первой анимации. Я собираюсь открыть некоторые анимированные текстуры, которые мы создали ранее. Также изображение силуэта в формате IM. Я нажму кнопку «Импорт». Сейчас я создам новую композицию, поэтому я нажму здесь. Я сделаю ширину и высоту того же размера, что и текстуры, то есть 1920, и я собираюсь снять флажок с этого фиксированного соотношения сторон, потому что я хочу, чтобы ширина и высота были другими, 1080, так что теперь у нас есть разрешение HD и частота кадров 30, как это было раньше.
А теперь я установлю длительность на 6, потому что это длина анимированных текстур. Я собираюсь нажать ОК, я выберу этот первый вариант. Я собираюсь перетащить его и применить к нашей композиции. Если вы перетащите его, и он окажется где-то прямо здесь, вы всегда можете перейти на панель слоев, щелкнуть правой кнопкой мыши, преобразовать и подогнать под композицию. Так что таким образом он соответствует размеру композиции, а также вы можете увидеть на временной шкале, что он соответствует длине видео. Длина видео совпадает с длиной композиции, которую мы установили. Нам нужно также перетащить силуэт. Итак, давайте перетащим его, и я помещу его в центр, сопоставив эти две формы круга, которые вы можете видеть прямо здесь. И изображение силуэта слишком велико по сравнению с размером нашей композиции. Вы можете видеть размер силуэта прямо здесь. Это примерно 5000 на 3000, поэтому нам нужно сопоставить его с нашей новой композицией. Чтобы сделать это, нам нужно уменьшить его масштаб. Мы снова переходим к слоям. Мы должны иметь в виду, что слой силуэта должен находиться поверх слоя анимированной текстуры. Это та же логика, что и в Photoshop. Поэтому, если мы поместим его сверху, мы не сможем увидеть силуэт. Чтобы уменьшить масштаб, мы просто нажимаем S на клавиатуре и открываем опцию масштабирования. Обязательно проверьте эту цепочку прямо здесь. Итак, X и Y меняются пропорционально. Когда мы уменьшаем X, уменьшается и Y. Мы можем уменьшить его до определенного момента. Это не обязательно должно совпадать идеально. Мы также можем сделать его немного больше. Мы также можем щелкнуть и перетащить. Если нам нравится, например, если так оно выглядит лучше, вы можете оставить его себе. Может быть, вы используете другую картинку, но имейте в виду, что у вас должна быть хорошая композиция. Итак, теперь нам нужно поработать с корректирующими слоями, как мы работали в Photoshop. Опять же, та же логика в After Effects, где корректирующие слои должны располагаться поверх других слоев, чтобы они влияли на оба слоя, о которых мы говорим, силуэт и анимированную текстуру. Я думаю добавить немного свечения поверх этого. Итак, мы получаем смешение этих двух слоев. Чтобы создать слой в After Effects, вы должны перейти на эту панель прямо здесь, щелкнуть правой кнопкой мыши, создать корректирующий слой, автоматически он помещается сверху. Но вы можете перетащить его и изменить положение, если хотите. Я собираюсь щелкнуть правой кнопкой мыши, переименовать, и давайте назовем это свечение. И на самом деле давайте просто щелкнем правой кнопкой мыши и перейдем в настройки композиции, а также изменим название композиции на Glow, хорошо? Теперь мы перейдем к настройкам эффектов и пресетов и найдем нужный эффект. Давайте просто перейдем к этому вопросу. Давайте просто потащим его. Я помещу его на корректирующий слой сверху, и мы сразу же увидим изменения в анимации. Мы переходим к элементам управления эффектами, чтобы изменить все параметры эффекта. Мы можем увидеть, что произойдет, если мы поставим галочку или снимем ее. Теперь вы можете увидеть все эти варианты прямо здесь, но чтобы получить хороший эффект свечения или смешать эти два слоя, нам нужно поработать с тремя из них, и я собираюсь показать вам. Я также собираюсь показать вам возможности, поиграв со всеми другими вариантами. Во-первых, у нас есть порог свечения. Вы можете видеть, что по умолчанию это 60 градусов. Если мы уменьшим его, мы увидим более светлое свечение, в то время как если я увеличу его, мы получим нечто похожее на исходную текстуру без свечения. Давайте предположим, что это что-то вроде 82%, просто приятный оттенок свечения. Конечно, это также зависит от типа текстуры, которая у вас есть, но давайте перейдем к двум другим вариантам, и вы сможете сбалансировать их вместе. Теперь давайте перейдем к радиусу свечения. Сначала я увеличу изображение. Давайте перейдем к этому ручному инструменту, чтобы у нас было это изображение в центре. Вы можете видеть, что по краям этого силуэта есть красная линия, и она создана из свечения. Когда свет исходит сзади, создается такой эффект. И вот как мы можем смешать оба изображения. Если мы увеличим радиус свечения, мы сможем увидеть больше от этого красного света.
Я думаю, что это важно для того, чего мы хотим достичь. Я только что уменьшил масштаб и увеличу радиус свечения. Прямо здесь нет ничего похожего на формулу, но я думаю, что так она выглядит неплохо. Вы же не хотите получить что-то подобное, а также не делать все это красным. Я думаю, что около 70 должно быть нормально. И интенсивность свечения, исходя из его названия, мы увеличиваем ее, мы получаем более высокую интенсивность свечения. Если мы уменьшим его, мы уменьшим свечение. Мы можем просто сформулировать это так. 1,1. Это основные опции Glow. Я бы оставил все как есть, но я покажу вам, что делает каждый из этих вариантов. Я просто запомню эти значения, чтобы позже установить их обратно, и давайте начнем с вариантов. Первый из них основан на свечении. У вас есть два варианта – альфа-канал и цветовой канал. Речь идет о положении свечения. Если мы включим его на цветной канал, мы получим свечение, основанное на цветах. Например, там, где у нас более светлые цвета, мы получим свечение оттуда, в то время как если мы перейдем на альфа-канал, мы получим свечение только от краев изображения. Цвет текстуры не имеет значения. Это просто показывает некоторое свечение по краям, и в данном случае нам это не нужно. Итак, давайте перейдем на цветной канал. В простой форме я объясню эти три варианта. Давайте перейдем к этому составному оригиналу, и здесь у нас есть три варианта, и я попробую их все. У нас есть сверху тоже нет, и я вижу, что когда мы кладем его сверху, мы не получаем эффекта свечения. Опция сзади и опция нет – это одно и то же, поэтому я никогда не меняю это на самом деле. Есть еще операция свечения. Это похоже на режимы наложения в Photoshop, где все начинается с None и Normal. У вас есть все эти другие опции, режимы наложения, такие как наложение, мягкий свет, осветление и так далее. Теперь обычно, чтобы получить некоторые основные моменты, вы включаете режим добавления или режим экрана. У вас также есть режим освещения. Это также зависит от интенсивности свечения и тому подобного. Например, давайте выведем это на экран, давайте увеличим интенсивность. Мы все еще получаем свечение, но это не то же самое, что режим добавления. Но, конечно, вы также можете поэкспериментировать с режимами наложения, такими как умножение, исключение, чтобы получить несколько сумасшедших цветов. В этом случае я просто выберу опцию добавления. Давайте перейдем к следующему варианту – светящиеся цвета. Теперь у нас есть три варианта. Вот оригинальные цвета, цвета A и B, произвольная карта. Это связано с приведенными ниже вариантами, и давайте сначала попробуем цвета A и B. Опять же, нам нужно изменить все эти три основных варианта, чтобы лучше понять, как это работает. Здесь я уменьшаю порог свечения, чтобы мы могли лучше видеть, как это работает, и вы можете сравнить их. Это другое расположение свечения. Вот как я могу это объяснить. То же самое для произвольной карты. Это другое положение свечения по сравнению с исходными цветами. Давайте посмотрим, что возможно с цветами A и B. Чтобы еще больше изменить положение свечения, у вас также есть цветовая петля, здесь 4 варианта. Вы можете попробовать их все и посмотреть, что у вас получится. Вы видите эти две буквы A и B. Это также связано с цветом А и цветом В. Вы можете видеть, что свечение белое. Итак, если вы хотите изменить это, вы можете выбрать этот белый цвет. И, например, давайте выберем розовый цвет. Вы можете видеть, что это влияет на цвет свечения. То же самое и с цветом B. Вы можете видеть, как он влияет на свечение, но я просто оставлю все как есть. А теперь у нас есть цветные петли. Если мы увеличим его, мы получим повторение этих волнистых линий, а также связанную с этим цветовую фазу. Вы можете оживить эти фигуры, если хотите, изменив угол наклона. Давайте это исправим. У вас также есть процент средней точки A и B, чтобы увеличить интенсивность. Давайте попробуем также произвольную карту.
Теперь вы можете видеть, что края не такие мягкие, как в варианте AB Colors. Опять же, это связано с порогом свечения, и чем больше мы его увеличиваем или уменьшаем, тем проще он становится. Мы также можем увеличить цветовые циклы, чтобы получить больше деталей, и анимировать их, изменив цветовую фазу. И вы можете видеть, что это не связано с этими вариантами AB. Давайте просто удалим это и возьмем другое. Помните, что это было 82, радиус свечения 71, а интенсивность свечения 1,1. И есть еще один вариант, который я могу показать вам, что он делает, а именно размеры свечения, и речь идет о направлении свечения. По умолчанию отображается комбинированный горизонтальный и вертикальный. Если мы пойдем по горизонтали, вы увидите, что направление свечения горизонтально. Поставьте его вертикально, вы увидите, как он изменится. Это если вы анимируете что-то, что быстро движется в определенном направлении. Вы можете использовать это в таких случаях. Но пока мы остановимся на варианте по умолчанию. Давайте нажмем кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть, как это выглядит. На следующем уроке я покажу вам, как создать композицию, используя эффект разжижения. Создание анимации Liquid Trippy. В этом уроке я покажу вам, как создать более сложную анимацию с использованием разных слоев и использовать инструмент Pen для создания маски. Теперь мы снова отправимся в After Effects, чтобы поработать над нашей второй анимацией. Сначала давайте перейдем в раздел проекта, чтобы получить необходимые нам ресурсы. Я дважды щелкну по нему. Давайте откроем эти другие текстуры, которые мы еще не открыли. А теперь мы будем работать с анимацией, где у нас есть статуи и солнцезащитные очки. Я выберу их обоих, удерживая Ctrl на клавиатуре, и давайте нажмем импорт. Теперь нам нужно создать новую композицию, но отличную от той, которую мы только что сделали. В нашей следующей композиции мы не будем создавать разрешение HD, мы создадим композицию, основанную на размере статуи. Вы можете видеть размер прямо здесь 1200 на 1500. Я перейду к композиции, новой композиции. И мы можем изменить ширину и высоту здесь. Хорошо, продолжительность 6, и я нажму кнопку около. Хорошо, теперь давайте перетащим ресурсы. Давайте начнем со статуи, и вы увидите, что она соответствует размеру композиции, вот так, и солнцезащитные очки тоже. Что мы собираемся сделать, так это поместить одну из этих текстур внутрь формы солнцезащитных очков, внутри этих кругов, а затем использовать инструмент Liquify для их анимации. Давайте возьмем этот, поместим его в центр, и как вы можете видеть, он находится поверх предыдущих слоев, поэтому я собираюсь уменьшить его масштаб, чтобы он соответствовал размеру солнцезащитных очков. Я наберу S на клавиатуре, и я собираюсь уменьшить масштаб, я собираюсь уменьшить непрозрачность, чтобы мы тоже могли видеть солнцезащитные очки. Я нажму на слой и наберу T на клавиатуре, и это ярлык для непрозрачности. Вручную вы можете просто нажать на эту треугольную форму, и вы увидите преобразование, и у вас есть непрозрачность прямо здесь. Я собираюсь уменьшить его, и у вас тоже есть шкала. Теперь, как я уже сказал, я хочу, чтобы эта текстура была внутри этих круглых очковых очков. Для этого нам нужно использовать инструмент Pen Tool. Мы использовали это также в Photoshop, чтобы выделить определенные объекты или вырезать определенные формы. Мы собираемся использовать его для той же функции в After Effects. Я покажу вам, как это работает. Сначала убедитесь, что выбрали слой, на который вы собираетесь нанести маску. Итак, давайте нажмем на точку. Теперь у нас есть опция маски. Маска представляет собой форму, которую мы собираемся создать. Опять же, инструмент перо работает так же, как и в Photoshop. Итак, вы просто щелкаете и перетаскиваете, чтобы создать кривую, делайте то же самое, пока не закроете панель. Но я просто сделаю кое-что быстро, чтобы вы могли понять. Чтобы закрыть путь, мы возвращаемся к тому месту, с которого начали. Теперь видна только та часть или форма, которую мы выбрали из текстуры.
Если вы нажмете на этот треугольник, вы увидите здесь маску. Это называется маска 1, потому что это первая маска, которую мы создали. И я собираюсь показать вам позже, что делает каждый из этих вариантов прямо здесь. Если вы нажмете на инвертировать, он выберет все остальное, кроме той части, которую мы выбрали. Сначала я собираюсь все отменить. Еще кое-что, что вы должны иметь в виду, это то, что для создания маски вам нужно выбрать слой, на котором вы хотите создать маску. В противном случае вы могли бы нажать на определенную область на этой панели и перейти к инструменту перо, у вас есть заливка и обводка. Вы увидите, что создаете новую фигуру, она находится на новом слое, поэтому я собираюсь выделить ее и удалить, потому что это не то, что мы хотим сделать. Давайте щелкнем по слою и перейдем к инструменту перо. А теперь я просто попытаюсь создать форму солнцезащитных очков, так что это форма круга. Еще раз, я просто щелкну и перетащу. Это не обязательно должно быть идеально, потому что мы также применим некоторые эффекты свечения, чтобы на самом деле не было видно краев. Просто постарайтесь сделать все, что в ваших силах. Давайте попробуем перекрыть путь. Я подойду к этому ручному инструменту, чтобы лучше видеть. Вы можете видеть, что есть также такие диагональные линии, которые вы можете изменить, чтобы они меняли форму. Я думаю, что это нормально. Теперь я перейду к другой форме круга. Я собираюсь использовать этот ручной инструмент для ориентации. Я снова перейду к ручному инструменту и начну отсюда, с середины. Проделайте тот же процесс, щелкните и перетащите. Теперь давайте попробуем закрыть путь. Теперь я просто наберу T, чтобы получить непрозрачность, и я увеличу ее. Для ручного инструмента ярлык H. Хорошо, теперь давайте перейдем к маскам. И вы увидите, что у нас здесь две маски. Но у нас также есть эти варианты. Чтобы понять, что они делают, мне нужно создать новую маску. Я нажму на слой и создам маску, которая перекрывает обе предыдущие маски. Теперь есть опция добавления, и это означает, что вы можете продолжать добавлять фигуры, выбирая их. Или у вас также есть другие опции, такие как вычитание, которые удаляют определенную область, выбранную вами из предыдущих масок. Intersect — это просто возвращает ту часть, которую вы выбрали из предыдущей маски, и аналогичные эффекты, выбрав осветлить, затемнить или разница. Это когда вы хотите получить определенную форму, комбинируя две маски. Но сейчас нам не нужно этого делать, поэтому я просто нажму на это и удалю с клавиатуры. И давайте нажмем кнопку воспроизведения, чтобы увидеть анимацию. Теперь у нас есть эта анимированная текстура внутри солнцезащитных очков. Нам нужно исказить их с помощью инструмента Liquify. Но мы должны иметь в виду, что мы собираемся исказить солнцезащитные очки и текстуру. Оба одновременно, но у нас они есть как отдельные слои, поэтому, чтобы исправить это, нам нужно сгруппировать оба слоя. Чтобы сделать это, мы можем просто нажать на них обоих, сидя или Ctrl на клавиатуре, щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти к предварительному составлению. Обязательно выберите эти параметры. Давайте нажмем ОК. Теперь у нас это один слой, и если мы снимем флажок, они оба будут удалены одновременно. Нам нужно исказить это, поэтому мы будем использовать инструмент Liquify. Я зайду в раздел «Эффекты и пресеты» и поищу Liquify. Давайте просто перетащим его и поместим на эту новую композицию. А теперь, чтобы анимировать искажения, нам снова нужно выбрать все эти три варианта искажения и убедиться, что мы находимся на первом кадре. Теперь давайте перейдем к последнему кадру. И мы можем перейти к параметрам инструмента деформации, где у нас есть размер кисти и давление кисти. Я собираюсь увеличить давление на щетку до 100%. Мы можем сделать это быстрее. И размер кисти. Я просто постараюсь подобрать что-то, что соответствует размеру формы солнцезащитных очков. В настройках инструментов нам просто нужно использовать этот инструмент Forward Warp. Мы использовали его и в Photoshop, а также в After Effects раньше. Процесс заключается в том, чтобы просто щелкнуть и перетащить вот так. Я просто щелкну и перетащу, и в конце концов мы увидим, что это будет анимировано.
Хорошо, итак, теперь, когда я сделал это искажение, я просто вернусь к первому кадру и нажму кнопку воспроизведения. Загрузка займет некоторое время из-за инструмента Liquify. Я просто нажму кнопку воспроизведения и посмотрю. Хорошо, итак, вот как выглядит инструмент Liquify. Если вы хотите, вы можете сделать это длиннее или исказить по-другому, но вот как работает эффект. Теперь я также покажу вам, как создать красивый фон для этой анимации. Чтобы сделать это, прежде всего нам нужно получить один из ресурсов. Поэтому я перейду в раздел проекта и просто перетащу его сюда. Я наберу R на клавиатуре, чтобы получить поворот, и я поверну его на 90 градусов. И я также собираюсь масштабировать его. Поэтому я набираю S на клавиатуре, чтобы немного увеличить масштаб, чтобы он соответствовал ширине композиции. Я перетащу этот слой ниже, чтобы он был у нас в качестве фона. Я перейду к настройкам эффектов и пресетов. И давайте поищем CC Starburst. Я просто нажму и перетащу анимированный текстурный слой, и мы сразу же увидим, что он преобразуется в звезды. И если мы нажмем кнопку воспроизведения, вы увидите, как он анимирован. Давайте просто снимем галочки со слоев выше, чтобы мы могли сосредоточиться только на фоне. Вот что мы получим, если я нажму кнопку воспроизведения. Что касается управления эффектами, у нас есть несколько вариантов, и мы поиграем с ними. Я покажу вам, что делает каждый из них. Во-первых, у нас есть разброс. Если мы смнем его, это увеличит расстояние между звездами. Вы можете видеть, что мы получаем меньше звезд. И я собираюсь увеличить его, потому что я хочу получить что-то темное. Как я уже сказал, я не хочу получать слишком много звезд или этих круглых фигур. Кроме того, у нас есть скорость. Если мы увеличим скорость, звезды будут приближаться к нам быстрее, как вы можете видеть. Я бы посоветовал вам сбросить скорость до нуля, и я собираюсь показать вам почему. Если мы нажмем кнопку воспроизведения, вы увидите, что ничего не происходит, кроме изменения цвета из-за текстуры. Но мы можем выбрать анимацию звезд, выбрав угол лица или изменив его угол. Вы можете увидеть, что он делает, изменив угол обзора. Как вы можете видеть, это оживляет положение звезд. Давайте отменим это. И я предлагаю вам пойти с этим, потому что вы можете создать цикл, анимируя звезды с помощью этой опции. Мы можем нажать на него, перейти к концу, и мы можем сделать полный цикл. Давайте посмотрим, получится ли у нас петля. Вы можете видеть, что мы получаем петлю с точки зрения положения звезд. Это варианты для звезд CC Starburst. Мы можем получить что-то хорошее, поиграв с этим. Я могу еще немного увеличить разброс. Теперь мы можем поместить их обоих и посмотреть, как выглядит анимация. На следующем уроке я создам композицию, используя различные наложения. Статуи с анимированными наложениями. В этом уроке мы будем использовать изображение статуи и добавлять наложения, чтобы создать очень интересную анимацию. Теперь я снова открою After Effects, чтобы завершить третью анимацию. Я перейду в раздел проекта и дважды щелкну по нему, чтобы получить ресурсы, необходимые нам для этой анимации. Я уже открывал эти текстуры, поэтому я собираюсь открыть некоторые другие, которые я создал раньше. Также самое важное — красочная статуя, потому что это то, что мы будем редактировать. Я собираюсь открыть также эти анимации, которые я создал из некоторых задач. Может быть, я не буду использовать их все, но давайте возьмем их. Я собираюсь импортировать это. Теперь я собираюсь создать новую композицию. Ширина и высота зависят от размера красочной статуи. Это то же самое, что и предыдущая статуя, так что и продолжительность в порядке, так что я просто нажму ОК. Давайте возьмем красочную статую, перетащим ее в нашу новую композицию. Вы можете видеть, что она соответствует длине нашей новой композиции. Я собираюсь показать вам анимацию, которую мы собираемся сделать. В принципе, мы собираемся разделить это на разные анимации. Например, за 1 секунду к статуе будут применены 3 разные анимации.
different animations applied to the statue. Я собираюсь использовать это, чтобы увеличить временную шкалу, и вы сможете увидеть количество кадров. Здесь прямо написано 5 кадров, 10 кадров и так далее. Когда он достигает 30 кадров, это означает, что это 1 секунда, потому что если мы перейдем к настройкам композиции, это частота кадров, которую мы устанавливаем. Прежде всего, давайте изменим продолжительность или длину этого слоя. Теперь это 6 секунд. Чтобы уменьшить его, мы перейдем к такому значку с 2 стрелками, и мы просто щелкаем и перетаскиваем. Давайте увеличим масштаб, чтобы убедиться, что это 10 кадров. Давайте перейдем к кадру номер 10. Сейчас 10 кадров. Это означает, что мне нужно продублировать его еще 2 раза, чтобы получить длину в 1 секунду. Мы можем перейти к редактированию, копировать и редактировать, вставлять. И я просто перетащу его. Это начинается с 10 кадра и заканчивается на 20 кадре. Теперь еще раз, Ctrl+C, Ctrl+V, давайте перетащим его. А теперь это начинается с 20 кадра и заканчивается на 30 кадре или на 1 секунде. Давайте сделаем еще одну копию, потому что она нам понадобится позже. На каждом из этих разделов я собираюсь применить определенную анимацию. Давайте просто выберем одного из них, этого первого. Я собираюсь перетащить его. Во-первых, у нас есть продолжительность анимации, которая составляет 6 секунд. Мы хотим сопоставить ее с длиной этого слоя, которая составляет 10 кадров. Один из способов сделать это — просто перетащить его и сопоставить с длиной слоя ниже. Или мы можем отменить это, щелкнуть правой кнопкой мыши на слое, перейти к Time Stretch, и теперь у вас есть 2 варианта здесь. Во-первых, это фактор растяжения, а во-вторых, у нас есть новая продолжительность. Итак, речь идет о том, чтобы сделать анимацию быстрее или медленнее. Вы можете видеть продолжительность прямо здесь, которая составляет 6 секунд. Если мы установим коэффициент растяжения 200, новая продолжительность составит 12 секунд. Это означает, что он становится в 2 раза медленнее. В зависимости от того, насколько быстрой или медленной вы хотите сделать анимацию, вы можете изменить коэффициент растяжения. Если вы имеете в виду определенную продолжительность, вы можете просто перейти к новой продолжительности и, допустим, мы хотим, чтобы она составляла 1 секунду. И коэффициент растяжения будет скорректирован на основе этого, чтобы он достигал продолжительности в 1 секунду. Я просто собираюсь сделать это вот так, нажмите ОК. Я также могу изменить длину отсюда. Если я нажму кнопку воспроизведения, вы увидите, что она воспроизводится очень быстро. Нам нужно применить эту анимированную текстуру к красочным статуям. Мы сделаем это так, как будто мы применили анимированную текстуру к определенной текстовой форме. Итак, давайте перетащим это под слой красочных статуй. Мы переходим к этому No Track Matte и меняем его на Alpha Matte. Если у вас этого нет, вы можете просто перейти к этому варианту, чтобы он появился. Вы можете видеть, что этот слой виден, поэтому оба этих слоя видны, но когда я нажимаю на альфа-матовый, вы можете видеть, что он становится невидимым. Анимированная текстура применяется к форме статуи. Давайте нажмем кнопку воспроизведения. Вы можете видеть, что это нанесено только на этот слой. На этом все не заканчивается, нам нужно внести в него еще одну коррективу. Я собираюсь сделать копию этого слоя статуи, Ctrl+C, Ctrl+V, и я собираюсь перетащить его под текстуру, я проверю его, чтобы он был виден. Теперь я собираюсь поиграть с режимами наложения. Вот режим, это нормально. И если мы нажмем на него, мы получим все эти варианты. А давайте попробуем экранный режим, и вы увидите, что статуя внизу видна. Это тот эффект, которого я хочу добиться, поэтому я могу применить определенную текстуру к статуе в определенном режиме наложения. У нас должна быть текстура посередине, сверху и снизу. Нам нужен уровень устава. Мы наносим текстуру на альфа-матовую. Мы можем поиграть с режимами наложения, мы можем наложить это на наложение разницу. Это также зависит от того, какая у вас текстура. Обычно я просто перебираю разные режимы наложения и смотрю, что мне нравится больше.
Давайте тоже попробуем наложение. Думаю, я могу использовать режим наложения. Вот что я сделаю. В основном я собираюсь перетаскивать текстуры и применять их к определенным статуям. Давайте пойдем и выберем другую текстуру. Давайте начнем с этого карточного танца. Я собираюсь перетащить его. Убедитесь, что он покрывает размер статуи. Снова я перейду к Time Stretch. Давайте сделаем это на 2 секунды, и снова я изменю длину, и я собираюсь поместить его под новый слой, который находится сверху. И теперь снова мы перейдем к альфа-матовому, и он наносится на изображение статуи. Я собираюсь скопировать эту статую Ctrl+C, Ctrl+V и поместить ее под анимированными текстурами, так что теперь у нас есть текстура между обоими слоями статуи. Теперь следующий шаг — поиграть с режимами наложения. Основываясь на моем опыте, я видел, что это хорошо работает с вариантами затемнения. Вы можете видеть, что ничего не происходит, потому что нам нужно также проверить слой ниже. Теперь давайте выберем другую текстуру или третью. Давайте начнем с этой текстуры. Я собираюсь перетащить ее. Вы можете выбирать наугад, но я бы тоже посоветовал помнить об этом правиле. Переходить от одной текстуры с большим количеством света к текстуре более темной, чтобы создать приятный контраст. Не переводите их все в режим осветления, потому что все текстуры будут одинаковыми. Мы не получим много вариаций. Давайте снова поместим это под третьим, перейдем к растяжению времени. Я собираюсь уменьшить масштаб, чтобы изменить длину. Давайте проверим это, чтобы я мог лучше видеть. Снова отрегулируйте длину. Теперь я собираюсь нанести альфа-матовый. Скопируйте статую Ctrl+C, Ctrl+V, перетащите ее под анимированную текстуру. Я собираюсь проверить слой. И теперь я могу поиграть с режимами наложения. Я выберу режим наложения. Теперь мы просто применили 3 текстуры в 3 разных слоях статуи, хотя слой один и тот же. Временная шкала становится беспорядочной, поэтому, чтобы структурировать все, мы можем просто щелкнуть по всем этим слоям, начиная с первого, удерживая Shift, и перейти к третьему. Щелкнуть правой кнопкой мыши при Compose, выбрать их оба, нажать ОК. Теперь мы превратили это в один слой. Это то, что мы сделали до сих пор, и я собираюсь создать еще 2 слоя, подобных этому, так что это означает еще 6 анимаций. Я собираюсь начать с того, что сделаю несколько копий, Ctrl+C, Ctrl+V, а теперь давайте перейдем к одной из текстур. Давайте начнем с этого, я перетащу его посередине. Я перейду ко времени, время растянется, давайте сделаем это за 2 секунды. И я собираюсь отрегулировать его длину в соответствии с длиной слоя под статуей. Давайте перетащим его ниже, и снова те же шаги от NoTrackMatte до AlphaMatte. Нажмите Ctrl+C, Ctrl+V. Что касается статуи, я собираюсь проверить ее и поместить ниже. Переведите это из обычного режима на экран, потому что я еще не вывел ни одной из них на экран. Давайте перейдем ко второму, и я посмотрю, что я смогу выбрать. Хорошо, давайте остановимся на этом Mercury One, потому что я им еще не пользовался. Еще раз, я перейду к времени, растяну время. Я собираюсь снова сделать эти 2 секунды. Теперь с ртутью все начинается с этого темного фона, так что я обязательно уберу его. Я возьму ту часть, где у нас анимировано много ширин. Давайте просто перетащим его ниже, я переведу его из None в AlphaMatte. Давайте сделаем копию этой статуи, Ctrl+C, Ctrl+V, давайте сделаем ее видимой и поместим ниже. И теперь мы можем изменить режим наложения, он снова будет хорошо смотреться в экранном режиме, потому что он удаляет темные области. Давайте пойдем и выберем другую анимированную текстуру. Я пойду с этим, щелкните правой кнопкой мыши, растяните время, коэффициент растяжения 20, я нажму около. Я отрегулирую длину, изменю ее с нулевой на альфа-матовую, сделаю копию статуи, Ctrl+C, Ctrl+V. Это становится повторяющимся, но вот как это делается.
Давайте изменим режим наложения. Я могу попробовать режим разницы, я его еще не пробовал. Также я могу изменить положение текстуры прямо здесь, потому что в ней меньше деталей, и мы можем лучше видеть лицо. Я попробовал режим разницы, потому что я еще не пробовал его с момента первой анимации. Мы создали еще 3 анимации. Я собираюсь выделить их все, удерживая Shift, щелкнуть правой кнопкой мыши по предварительной композиции, нажать ОК, и у нас будет второй слой. Теперь давайте сделаем еще 3 слоя статуи. Итак, Ctrl+C, Ctrl+V, я пойду с этим. Щелкните правой кнопкой мыши, растяните время. Давайте увеличим этот отрезок до 30 здесь и сравняем длину. Еще раз, поставьте его на альфа-матовый, Ctrl+C и Ctrl+V, поставьте его ниже. Я посмотрю, как это выглядит на экране. А теперь давайте выберем другую текстуру. Снова тот же процесс, собираюсь сделать это за 2 секунды. Давайте поместим это ниже, и я собираюсь сделать копию красочной статуи, сделать ее видимой и изменить режим наложения с обычного на, возможно, экранный. Давайте выберем что-нибудь из последнего слоя. Я соглашусь с этим, я думаю, что это эффект ртути. Хорошо, давайте выберем определенную часть, где у нас много жидких форм. И я собираюсь это исправить. Давайте сделаем это снова, альфа-матовый. Сделайте копию статуи, Ctrl+C, Ctrl+V, поместите ее под текстуру, сделайте слой статуи видимым. Измените режим наложения с обычного на экранный. Вот что мы получаем. Давайте выделим их все, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните правой кнопкой мыши. Предварительно составьте, нажмите ОК. Теперь у нас есть 3 слоя, 9 анимаций. В общей сложности они составляют 3 секунды. Вы можете снова выделить их все, удерживая Shift, щелкнуть правой кнопкой мыши, предварительно скомпоновать и нажать ОК, чтобы они были одним слоем, и мы могли дублировать его. Ctrl+C, Ctrl+V. Теперь это соответствует длине композиции 6 секунд. Давайте нажмем кнопку воспроизведения. Если вы хотите сделать это быстрее или медленнее, вы можете нажать на один из слоев, перейти к Time Stretch, выбрать скорость. Вы можете сделать это быстрее или медленнее, изменив коэффициент растяжения. Теперь я покажу вам, как создать хороший фон для этого. Давайте также изменим название этого. Давайте назовем это наложениями. Перейдите на панель слоев, щелкните правой кнопкой мыши, создать сплошной. Это просто создаст сплошной цвет. Это не имеет значения, так что давайте оставим все как есть пурпурный. Я нажму кнопку ОК. И поместите это ниже, мы можем перейти к настройкам эффектов и пресетов. И найдите грида. Я просто перетащу его и положу на это твердое тело. Мы сразу же видим, что это создает сетку. Во-первых, линии слишком большие, поэтому, чтобы изменить это, мы можем изменить границу S5, мы можем установить ее на 1. Нам нужно получить несколько фигур меньшего размера, поэтому мы идем в угол и уменьшаем X, чтобы получить больше строк. Также Y. Я пытался сделать их квадратными, но это не обязательно должно быть идеально. Мы также можем изменить цвет. Из белого, может быть, мы сможем сделать его немного темнее, я нажму около. Это хороший фон для такого рода анимации. Давайте еще раз нажмем кнопку воспроизведения. На следующем уроке я покажу вам несколько советов, как сделать ваши видео более ретро и триперными. Советы пункт 1. Как только вы закончите с созданием этих композиций, иногда необходимо сделать шаг назад и вернуться к нему позже, чтобы внести последние штрихи. Иногда клиент просит вас внести некоторые коррективы. Итак, в этом уроке я покажу вам, как я сталкиваюсь с этим процессом. Я собираюсь показать вам трюк, который вы можете сделать в такой анимации. У меня была работа с клиентом, где я создал нечто похожее на этот стиль, но вместо статуи там был текст. Я применил все эти наложения к тексту, я отправил его клиенту, но им понравились наложения, но им не понравился текст. Мне пришлось заменить текст. В принципе, один из способов исправить это — поместить текст, а затем начать добавлять наложения заново, чтобы приспособить его к этому новому
новому тексту, или гораздо более простой способ. Сделать это так, как я собираюсь показать вам сейчас. Чтобы заменить статую и одновременно сделать наложение, что вы можете сделать, это перейти в раздел проекта и найти слой статуи. В данном случае речь идет именно об этом. Щелкните правой кнопкой мыши, перейдите к замене отснятого материала, перейдите в файл и перейдите в папку, где у вас есть другая статуя, и замените ее на эту. Давайте сделаем это. Давайте предположим, что мы хотим использовать эту черно-белую статую вместо цветных. Давайте просто нажмем на него. Теперь вы увидите, что цветная статуя заменена черно-белой, и к ней применены все наложения, так что давайте нажмем Play, чтобы посмотреть, как это выглядит. Он заменен на красочный. Теперь я собираюсь снова заменить его на тот, который мы использовали раньше. Есть некоторые настройки, которые я часто использую в своих анимациях. Это то, что я вам сейчас покажу. Прежде всего, это эффект свечения. Мы уже использовали это в первой анимации, поэтому я собираюсь также применить это в двух других анимациях. Один из способов сделать это — просто скопировать эту настройку. Итак, отредактируйте, скопируйте, и давайте перейдем ко второму прямо здесь, отредактируйте, вставьте. В этом случае размер корректировки отличается от размера нашей композиции. Эффект свечения будет применен только в этой области. Один из способов исправить это — просто взять его здесь, на краю, и сделать его больше. Другой способ сделать это — просто выбрать корректирующий слой и удалить его. Щелкните правой кнопкой мыши на этой панели «Новый корректирующий слой» и давайте назовем его Glow. И я вернусь к предыдущей анимации, перейду к эффекту свечения, и я собираюсь скопировать эффект прямо здесь, а не слой. Чтобы я мог скопировать это, отредактировать, скопировать. И давайте пойдем прямо сюда. Теперь корректирующий слой автоматически создает в том же размере, что и композиция. Как вы можете видеть, это соответствует размеру композиции. Поэтому я просто перехожу к элементам управления эффектами и выбираю «Редактировать», «Вставить». Давайте увеличим изображение. Вы можете видеть корректирующий слой, применяемый эффект свечения. А теперь я собираюсь скопировать корректирующий слой, потому что следующая анимация будет того же размера, что и эта. Я могу просто вставить его. Теперь я увеличу масштаб и посмотрю, как свечение влияет на эту анимацию. В данном случае у нас разные накладки, поэтому я должен посмотреть, как это выглядит в разное время. Мне нужно увеличить радиус свечения, потому что я чувствую, что это свечение слишком легкое и центрированное. Я увеличиваю радиус свечения. Я вижу это по этим цветам, по светло-голубому и светло-желтому цвету. Если я уменьшу его, они станут светлее. Я этого не хочу, я хочу сохранить первоначальные цвета. Давайте снимем галочку и проверим еще раз. Это первая корректировка, которую я обычно делаю. Второй меняет цвета. Прежде всего, давайте переименуем это. Я покажу вам другие настройки. Я перейду в раздел «Эффекты и пресеты» и поищу цветовой баланс. Я собираюсь использовать этот оттенок легкость и насыщенность. Я собираюсь перетащить его и поместить в элементы управления эффектами под эффектом свечения на том же слое. Теперь мы используем это. Вы можете изменить оттенок, чтобы изменить цвета. Вы можете увеличить или уменьшить яркость, а также насыщенность. Вы можете уменьшить ее, чтобы сделать ее черно-белой. В данном случае я просто хочу оживить оттенок. Мы можем менять цвета во время воспроизведения видео. У нас есть только это сочетание оранжевого и розового цветов. Чтобы сделать его более эффектным, мы можем оживить оттенок. Давайте убедимся, что мы находимся на первом кадре. Нажмите на этот значок, чтобы запустить анимацию, и давайте перейдем к концу. Теперь я собираюсь совершить полный цикл ротации. Итак, я собираюсь сделать это. Нажмите ОК. Давайте посмотрим, как выглядит анимация. Хорошо, как вы можете видеть, у нас есть эти вариации цветов. Мне очень нравится этот эффект. Я собираюсь использовать это и в других анимациях, так что давайте перейдем ко второй. И я покажу вам кое-что, что вы должны иметь в виду. Во-первых, давайте установим этот цветовой баланс на элементах управления эффектами.
Кое-что, что вы должны иметь в виду, это знать о положении каждого корректирующего слоя. Вы получите другой результат, если наложите цветовой баланс поверх свечения, и я вам покажу. Если мы увеличим здесь насыщенность, то получим вот такую круглую форму. Предполагается, что это свечение. Когда мы кладем его сверху, мы больше не получаем такого эффекта. Значит, свечение находится ниже этого. Давайте снимем это. Вы можете видеть это на оправе солнцезащитных очков, но с точки зрения свечения больше ничего не меняется. Я просто сделаю анимацию оттенка, как я делал в предыдущей анимации. Давайте дойдем до конца. Я собираюсь сделать один цикл. Мы видим анимацию цветов. Теперь все выглядит намного лучше. Давайте применим тот же эффект к следующей анимации. Я изменю цветовой баланс. В этом случае я не собираюсь делать полный цикл вращения, я сделаю 3, и причина этого в том, что вы можете видеть, что это интенсивная анимация. Вы видите, что все эти текстуры меняются очень быстро, быстрая анимация с изменением цвета сделала бы это намного лучше. И я также могу увеличить насыщенность. Прежде чем я нажму кнопку воспроизведения, давайте перейдем к определенной точке, где мы сможем увидеть кадр. Давайте увеличим насыщенность. И я собираюсь положить это поверх свечения. Вы можете видеть, насколько это интенсивно теперь, когда мы также анимировали оттенок. Теперь следующая корректировка, которую я собираюсь вам показать, это зерно. Итак, давайте перейдем к первой анимации. Я пойду в эффекты и пресеты и поищу зерно. Именно этот эффект говорит о добавлении зерна. Я собираюсь перетащить его и поместить под первые две настройки, и вы увидите этот квадрат, который появится на экране. Давайте увеличим изображение. Вы можете видеть, что внутри этого квадрата у нас есть эффект зернистости. Это похоже на предварительный просмотр, так что вы можете увидеть разницу до и после эффекта зернистости. Если вы хотите изменить это, вы можете перейти в режим просмотра. Вы можете изменить его с предварительного просмотра на смешивание матового или окончательного вывода. Давайте оставим все как есть. Мы видим изменения. Я собираюсь показать вам, что делают некоторые из этих вариантов. Первый — это предустановка, и в данном случае она отсутствует. Вы также можете изменить положение предварительного просмотра, так что вы также можете увеличить его размер. Прямо здесь находится центр. Вы можете увидеть, как это изменится, если вы измените X и Y. Может быть, мы сможем поставить его прямо здесь, и давайте двигаться с помощью ручного инструмента. Таким образом, мы можем видеть анимированную текстуру, а также файлы. Давайте снова перейдем к инструменту перемещения. Вы можете сделать его больше, изменив ширину и высоту. Вы можете снять галочку, снять флажок. У вас также есть цвета коробки. Давайте закроем эту тему. Вот самые важные варианты настройка. Давайте увеличим масштаб, чтобы лучше видеть. Посмотрим, что делает каждый из них. Прежде всего, у нас есть интенсивность. Давайте увеличим ее. Вы видите, что интенсивность зерна выше. Мы не хотим этого странного эффекта, так что давайте просто сведем его к 1. Теперь у нас есть размер. И как вы можете видеть, этот зеленый эффект сделан из нескольких маленьких кусочков. Вы можете увеличить их размер или уменьшить его. Может быть, мы сможем сделать это быстрее. Теперь у нас есть мягкость. Если мы увеличим изображение, эти фигуры станут размытыми, как вы можете видеть, так что давайте просто сведем их к единице. Теперь у нас есть соотношение сторон. Давайте увеличим его, и вы увидите, что мы получаем эти горизонтальные формы. Хотя, если мы сведем это к единице, мы получим более сбалансированное соотношение сторон. Теперь в приложении у нас есть режим наложения, который мы также использовали в других эффектах. В данном случае у нас есть 5 режимов смешивания. Вы можете видеть, как каждый из них реагирует. Давайте просто оставим значение по умолчанию. В основном я изменил только это: интенсивность, размер и мягкость, а также соотношение сторон. Давайте просто сосредоточимся на этих основных вариантах. Мне нужно уменьшить интенсивность, потому что там слишком много зерна. Я просто хочу добавить это как незначительную деталь, как я уже сказал. От 1 мы можем увеличить его до 0,5. Я также могу уменьшить размер до 0,3. Я чувствую, что у нас высокая интенсивность, я вижу это на этой темной области. Давайте попробуем что-нибудь с меньшим количеством зерна. Так-то лучше. Теперь я изменю режим просмотра с предварительного просмотра на окончательный вывод. Когда мы уменьшаем масштаб и снимаем этот флажок, трудно увидеть разницу. Когда мы увеличиваем масштаб, мы видим разницу. Мне нужна только эта незначительная деталь в такого рода анимации.
Я собираюсь скопировать этот эффект, Ctrl плюс C, и я собираюсь также вставить другие анимации. В этом случае я могу увеличить интенсивность, так как у нас есть темная цветовая палитра. Я собираюсь поставить его на 0,4. Я хочу, чтобы это было просто как деталь. Давайте скопируем это еще раз, и я собираюсь также вставить это в третью анимацию. Опять же, очень маленькая деталь. Это 3 основные настройки, которые я делаю в своих анимациях. Цветовой баланс, эффект свечения и зернистость. Чаевые ПТ. 2. Вы заметили, что мне всегда нравится использовать музыкальную анимацию. Позвольте мне показать вам, как я это делаю. Теперь, когда у нас есть наши анимации, один из способов сделать их лучше, вместо добавления различных эффектов и настроек, это добавить немного музыки. И я собираюсь показать вам процесс, который я прохожу, чтобы добавить музыку. Обычно я не трачу на это слишком много времени, я просто захожу на YouTube. Я чувствую, что музыка lo-fi хорошо сочетается с моим стилем. Это то, что я обычно ищу. Я искал музыку, не защищенную авторским правом, потому что я делюсь своими анимациями в Instagram, и я не хочу получать какие-либо нарушения авторских прав. Вы можете просмотреть несколько плейлистов, выбрать песню, которая вам нравится. Например, я могу пойти с этим. Обычно в описании у вас есть ссылка, по которой вы можете его скачать. В этом случае есть ссылка на бесплатную загрузку с SoundCloud. Я делаю это в качестве теста, чтобы вы могли понять процесс. Может быть, я проведу еще какое-нибудь исследование и тому подобное, чтобы получить другую песню, но вы можете перейти на страницу More и скачать файл. Теперь, когда загрузка завершена, мы можем поместить ее в раздел нашего проекта. И давайте перейдем к этой первой анимации. Допустим, нам не нравится эта первая часть, потому что она начинается очень медленно. Мы можем просто щелкнуть и перетащить вот так. Что я делаю, так это просто перетаскиваю это, пока не найду точку, где мне нравится музыка, поэтому мне нравится та часть, где начинается ритм, поэтому я начну с самого начала. Вот как я это делаю. Теперь я могу проверить эффект свечения. И на случай, если вы хотите добавить музыку от певца, который вам нравится, или что-то в этом роде, например, на моей второй странице я добавил эту анимацию и поместил песню этого певца. И чтобы избежать копирайтинга, я отредактировал его песню, но я изменил скорость песни, так что я соберусь покажу вам, как это сделать. После того, как вы скачаете песню, защищенную авторским правом, вы можете поместить ее прямо здесь, на временной шкале, щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти к Time и Time Stretch. Если вы хотите сделать это медленнее, вы можете увеличить коэффициент растяжения, так что вы можете увидеть здесь продолжительность, которая составляет около 2 минут. Если мы увеличим коэффициент растяжения, то теперь это 3 минуты. Итак, если я нажму ОК, вы увидите, что это будет воспроизводиться медленнее. Кроме того, если вы видите, что ваша анимация стала быстрее, вы можете перейти ко времени, снова растянуть время, уменьшить коэффициент растягивания. Это те корректировки, которые я делаю. В некоторых случаях я загружаю музыку, не защищенную авторским правом, и просто помещаю музыку на временную шкалу. И я обязательно указываю исполнителя или продюсера в описании, которым я поделился на своей странице Instagram. И второй способ — это получить песню, защищенную авторским правом, но вы можете внести некоторые коррективы, изменив ее скорость. Это процесс добавления музыки. Мы закончили 3 композиции, так что давайте их экспортируем. Экспорт, хотя мы уже видели, как экспортировать наши композиции из After Effects. В этом уроке я покажу вам это более подробно. Although we have seen a bit of how to export our compositions from After Effects, in this lesson I'm going to show you this in more details. Я собираюсь показать вам, как визуализировать эти видео. Чтобы сделать это, мы переходим к файлу «Экспорту», и сначала я собираюсь начать с этого добавления в очередь рендеринга, который представляет собой рендеринг внутри After Effects. Прямо здесь у нас есть панель с текущим рендерингом, который я только что нажал «Экспортировать». У нас есть 3 основных варианта прямо здесь. Первый выводится на «Давайте нажмем на него». И в основном это устанавливает папку, в которую мы хотим ее сохранить, а также
Также мы можем изменить имя файла. Давайте пока просто нажмем кнопку «Сохранить». У нас есть настройки рендеринга. Давайте нажмем на него. И кроме того, мы начинаем с качества, которое является наилучшим. Нам не нужно это менять, потому что мы хотим лучшего качества. Во-вторых, у нас есть резолюция, которая действует в полном объеме. У нас также есть несколько других вариантов, таких как половина, треть, четверть. Если мы установим его на полный, мы сможем увидеть размер прямо здесь, который является размером по умолчанию, который мы установили для этой композиции или для этой анимации. Если мы положим его пополам, то увидим, что размер будет разделен на 2. У нас есть еще два варианта, которые в некотором роде важны. Первый — это частота кадров, которую мы установили на 30. Обычно я этого не меняю, но если у вас есть клиентская работа, где вы работаете с видео с частотой кадров 30, и в конце они говорят, что хотят, чтобы видео было с частотой кадров 24 или 25, вы просто меняете его прямо здесь. Но в этом случае мы просто хотим, чтобы видео было с частотой кадров 24 или 25. Давайте изложим все как есть. Есть еще одна настройка, которая определяет продолжительность видео. Мы можем нажать на обычай. Здесь у нас есть начало, конец продолжительности. У нас есть длительность 6 секунд, так что это означает, что она начинается с нуля и заканчивается на 5 секундах и 29 кадрах. Давайте просто оставим все как есть, нажмем ОК, снова нажмем ОК, и теперь у нас есть модуль вывода. Давайте нажмем на него, и вот у нас есть формат и видеовыход. Что касается формата, то по умолчанию используется формат AVI. Если мы нажмем на него, мы увидим все эти другие варианты для видео. Наиболее часто используемые из них — это AVI и QuickTime. Я провел некоторые исследования, чтобы увидеть разницу между этими двумя, и основное различие заключается в том, что если вы используете QuickTime, вы получите меньший размер видео и лучшее качество. Но в то же время некоторые видеоплееры не открывают AVI, некоторые видеоплееры не открывают формат QuickTime. Оба они экспортируют видео в действительно большом размере. А теперь на видеовыходе у вас есть каналы. По умолчанию у вас есть RAW, но если у вас есть анимация с прозрачным фоном, вы можете перейти к RAW плюс альфа. Глубина будет составлять миллионы цветов плюс. В данном случае у нас нет видео с прозрачным фоном, поэтому мы используем RAW, а глубина всего лишь миллионы цветов, так что давайте нажмем ОК. И если вы хотите отобразить это в этом формате QuickTime или AVI, просто нажмите «Отобразить». Я не хочу рендерить это, чтобы получить большой файл, я хочу рендерить его в формате MP4, поэтому я собираюсь показать вам второй способ рендеринга видео. Сначала давайте проверим эти слои, потому что в противном случае мы просто экспортируем черное видео. Давайте перейдем к файлу, экспортируем и добавим в очередь Adobe Media Encoder. Это второй способ рендеринга видео и тот, который я в основном использую. Тот, который в списке выделен синим цветом, это тот, который мы хотим экспортировать сейчас. Если вы хотите удалить что-то из списка, вы можете нажать на это и перейти к этому «Подписать». Здесь у нас есть два варианта. Во-первых, есть этот источник соответствия, высокий битрейт, где мы изменим формат и тому подобное. И этот второй вариант прямо здесь — это то, где мы выбираем папку, в которую мы сохраняем анимацию, так что давайте нажмем на нее. Давайте просто назовем это свечение. Я нажму кнопку «Сохранить». Давайте перейдем к этому источнику совпадения, высокий битрейт. Давайте сделаем это масштабнее. А вот видео, которое мы экспортируем, которое мы отрендерим. Временная шкала прямо здесь начинается с нуля и заканчивается на 6 секундах. Если вы хотите сделать видео короче, просто нажмите на этот треугольник и перетащите его, и продолжительность изменится. Так что это означает, что продолжительность видео составит 5 секунд и 9 кадров. Мы этого не хотим. Давайте просто дотянем до конца. Цель прямо здесь состоит в том, чтобы экспортировать это в формате MP4, так что давайте начнем с самого начала. У нас есть формат, если вы нажмете на него, мы сможем увидеть все эти опции, как мы видели раньше. У вас здесь тоже есть формат QuickTime, у вас есть IN и все эти разные форматы, но чтобы экспортировать его в формате MP4, вам нужно нажать на этот формат H264, так что давайте просто нажмем на него. Что-то действительно хорошее в этом заключается в том, что у вас есть пресеты. Если вы хотите экспортировать это для YouTube, вы можете просто нажать на него, и вот здесь у вас есть эти пресеты. Итак, вы просто нажимаете, например, YouTube, а затем просто нажимаете ОК. В этом случае мы будем делать все вручную. В названии вывода указано, где вы сохраняете видео, но мы только что это сделали.
файлы. Здесь у вас есть эффекты, видео, аудио, мультиплексор, подписи и публикация. В этом случае нам не нужно ничего менять, кроме некоторых настроек в разделе видео. Прежде всего, у нас есть ширина и высота. По умолчанию он совпадает с размером композиции, но если вы хотите его изменить, вы можете снять этот флажок. Убедитесь, что у вас есть эта опция цепочки, чтобы сохранить соотношение сторон кадра при изменении размера, и если вы уменьшите высоту, ширина также изменится. Вы можете видеть, что соотношение сторон сохраняется. Мы хотим оставить все как есть. Нам не нужно менять ни один из этих параметров, которые выделены серым цветом. Единственная настройка, которую мы можем изменить, это настройки битрейта. По умолчанию он находится в 10. И вы можете видеть, что предполагаемый размер файла прямо здесь составляет 7 мегабайт. И когда я хочу экспортировать это для Instagram, главная цель — сохранить его меньше 20 мегабайт, а в идеале даже меньше 10 мегабайт. Когда видео длится 6 секунд или что-то в этом роде, я не меняю это, я просто оставляю его таким, как оно есть, то есть 10. Но если вы также можете немного увеличить его, а также приблизительный размер файла будет увеличен. Я просто поставлю 20. Давайте также проверим использование максимального качества рендеринга, нажмите ОК. Чтобы начать рендеринг, мы можем нажать на этот зеленый треугольник, запустить очередь. Но прежде чем я это сделаю, я добавлю другие видео в список, а затем запущу их все. Итак, давайте перейдем ко второму. Я пойду в файл «Экспортирую». Давайте подождем, пока это попадет в список. Единственное, что я хочу изменить здесь, это ширину и высоту, потому что я хочу максимально увеличить их для Instagram. А идеальный размер для публикации в Instagram 1080, а также высота будет изменена. Если это квадрат, вы можете иметь одинаковую ширину и высоту, то есть 1080. Давайте сделаем это 20. Давайте проверим это, нажмите ОК. Давайте также изменим папку, я нажму «Сохранить», и давайте получим третью анимацию в списке. На самом деле я собираюсь экспортировать это в двух форматах. Сначала в формате MP4, так что давайте изменим размер. Хорошо, битрейт давайте установим 15 или 20, как мы делали раньше. Давайте сначала установим папку. Я хочу также экспортировать его в виде GIF-файла, потому что это форма, которую я использую для размещения анимации на Behance. Если вы хотите создать проект Behance, содержащий анимацию, вы должны экспортировать его в виде GIF-файла. Итак, давайте перейдем к файлу, экспортируем и снова внесем это в список. Давайте сначала установим папку. Теперь давайте изменим формат. Теперь, чтобы экспортировать его в виде GIF-файла, вы переходите к форматированию и выбираете этот анимированный GIF. Вам следует иметь в виду, что Behance принимает GIF-файлы размером менее 40 мегабайт. Чтобы добиться этого, вам нужно поиграться с качеством и длиной. В данном случае эта анимация длится 6 секунд, но мы знаем, что в определенный момент она повторяется. Я сейчас на 3-й секунде, поэтому я собираюсь уменьшить длину. Я хочу сделать анимацию 3 секунды. Таким образом, я уменьшаю его размер. А качество, давайте поставим его на 20. Мне больше ничего не нужно менять, я нажму ОК. А теперь я собираюсь начать рендеринг. Когда процесс рендеринга закончится, я собираюсь проверить GIF-файл, чтобы увидеть, меньше ли он 40 мегабайт. Если это больше, мне придется внести еще некоторые коррективы, например, уменьшить качество. Поэтому давайте щелкнем по этому зеленому треугольнику и дождемся завершения рендеринга. Теперь, когда рендеринг завершен, мы можем перейти в папку, где мы можем увидеть анимацию. У нас есть эффект свечения, жидкие стекла и накладки. Теперь мы видим, что размер наложения составляет около 30 мегабайт. Цель состояла в том, чтобы экспортировать его размером менее 40 мегабайт, поэтому мы достигли этой цели. Он готов к размещению на Behance. Это способ, которым вы можете визуализировать видео. Теперь все ваши анимации готовы к работе, и мы подошли к концу этого курса. Следуйте за мной к следующему видео, где я подытожу все и проведу вас через процесс завершения вашего окончательного проекта.
Последний проект, мы подошли к концу этого курса. Я надеюсь, что это путешествие с 3D анимацией было для вас таким же увлекательным, как и для меня. Я хотел бы сделать краткий обзор шагов, которые мы выполнили, чтобы завершить окончательный проект курса. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы пригласить вас создать свою собственную анимацию, используя ресурсы, которые вам нравятся, и даже выяснить, каков ваш стиль. После того, как вы определились с внешним видом, которого хотите добиться, пришло время найти свои ресурсы. Если вы будете действовать так, как я, вы обнаружите, что просматриваете веб-сайты и находите идеи на лету. Скачивайте все, что, по вашему мнению, пригодится в вашем проекте. Всегда есть время отбросить элементы. Зайдите в Photoshop, чтобы поиграть с текстурами и другими ресурсами, и оставьте их готовыми для вашего проекта, экспортируйте их и перенесите в After Effects. Если вы хотите создавать анимированные текстуры с нуля, перейдите прямо в After Effects, откройте окно эффектов и поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что делает каждый из них. Во время курса вы видели те, которые мне нравятся, но вам всегда есть что исследовать. Выбирайте те же анимации, что и я, или вы можете создать свои собственные. Как только вы ознакомитесь с программой и ресурсами, переходите к работе с композициями их анимации. Как только вы закончите, вы можете добавить музыку и последние штрихи к своим проектам и опубликовать их в интернете. Я не могу дождаться, когда увижу ваше творение. Пожалуйста, поделитесь ими на форуме. Я проверю их, как только смогу. Большое вам спасибо за то, что вы прошли этот курс. Я скоро увижу вас. Пока.